Итак, дорогие мои хорошие, всем привет! С вами MadAsh. И мы начинаем нашу трансляцию. Да, я вернулся. Надолго ли? Всем привет, всем здорово. Я живой, все хорошо, если что. Ну, не знаю, если это мало ли кого-то интересует. Меня все-таки 2 недели я отсутствовал. Ну, как отсутствовал? Я просто не стримил, но, в принципе, я общался в Дискорде, в Телеграме, ВКонтакте. Нет, ВКонтакте нет. ВКонтакте вы мне никто не пишете, поэтому такое. Вот, всем здравствуйте. Глад Владус, привет. Привет. Лера тоже привет. Ну вот, что-то пока мало народу, а где все? Ну, выходные, я понимаю. Блин, короче, нифига не вижу, придется очки напяливать, походу. Вот. Мне что-то сегодня с глазами не то, они какие-то уставшие. Вот. Ну, короче. Чё, Рики, привет. Привет, Рики. Что там, выход до ближайших часов? Да, ждем. Кстати, да, ребят, если вы хотите там попасть в комьюнити Evil Dead, но, ну, типа, она не официальная, но все равно. Я могу вам потом ссылку скинуть на Discord. Вот, я там добавился. Меня даже там стримером сделали, обалдеть. Зачекали меня там всего, перечекали. Там, правда, единственное, что мне не нравится... Ну, это не реклама, да, типа, мне никто не платит за это, я на своих началах, поэтому я могу говорить все, что хочу. Единственное, что мне не нравится, там народ немножко неадекватный есть... типа, знаете, с аватарками сосущих мужиков там, ну, леденцы, конечно же. Вот. Ну, короче, такое. Вот. Я бы таких бы сразу банил бы, но это я. Вы знаете, что мой кулак как бы тяжелый, и он сразу же в бан отправляет, если мне кто-то не нравится. А теперь... Кресло, что ли, купил? Да, блин, полотенце повесил. У меня, короче, жопа полная. У меня настолько кочегарят батареи, что я сижу под открытой форточкой, а там на улице холодно. Я постоянно чихаю, но при этом я не болею. Короче, поскольку я потею из-за этого всего, потому что кресло ну не кожаное, это как это, эко-кожа. Кожзам, короче. Я повесил полотенце, чтобы, ну, типа, получше было. Вот. И как-то так. Приходится пока вот так вот сидеть. Ну и на самом деле меня задолбало, что оно черное. Я же не купил себе, как нормальный человек, какое-нибудь серое там, или еще какое-нибудь синее. У меня сливается все. Вот моя футболка, там, волосы, все сливается с черным фоном. Ну, короче, говно. Вот. Так что, ребят, вот так вот, да. Когда там? 25 мая, Evil Dead, мы врываемся. У меня все куплено. Так что, по-любому пойдем. У меня там даже Deluxe купленный. Я на самом деле тут купил себе пару игр. Ну вот сегодня мы будем играть... Блин, кстати, мы же на Трово стримим, да? Надо что-то игру запустить, да? Это ругаться будут? Будут ругаться. Так, подожди. Сейчас на меня еще YouTube начнет ругаться. Не то! Стопэ. Да. Мы поняли, YouTube. Успокойся! Все, спокойно. Спокойно. Так. Во. Надо вспоминать, как стримить. А что, все на Твиче? Да нет никого, Рики. Кому я нужен? Я 2 недели не стримил, все забили. Доктор Хупер, привет. Так, время, что там? 8 АМ. Ой, ПМ. Что такое? Ты не говоришь, что сел? Нет, 8:04. Да? И М же, да? Да. Я как раз краску смыла. Да, блин, сидите... Ребят, я больше вас не буду ни на что байтить. Сидите вы где хотите, делайте вы что хотите. Мне вообще теперь наплевать. Что такое? Погодите-ка. Пока не начали. Могу я кое-что сказать? Спасибо, что правильно выставили время оба раза, что запускали игру. Многие относятся к этому как-то несерьезно. Стараются на 12 и торопятся дальше. А вы потратили время, чтобы выставить часы. Я это ценю.
Это говорит мне о том, что вы играете внимательно, что для вас важны детали. А я ведь даже не знаю, не знаю, правильно ли вы время выставили. Знаете что, давайте договоримся. Я вам так доверяю, что при следующем запуске игры просто выставьте на этом экране свое любимое время. Выбирайте любое время. Чего? Даже если оно неправильно, вы заслужили. Теперь можно вернуться к игре. Ну спасибо, блин. Я-то думал, это на что-то повлияет. Что такое? Яндекс.Лавка. Что ты хочешь от меня? Да ты опять сейчас не читаешь мой... О, считал. Плюс 80 баллов на вашем плюсе. Спасибо, Яндекс. Клево. Вот. Здравствуйте, здравствуйте, Градорму. Да, всем привет, 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 ребятки. Вот. Так, ладно, все, мы игру запустили, теперь можем дальше пиздеть. Мы пока подождем, может еще там народ подойдет, я же не знаю, там, кто соскучился, кто не соскучился, все вот это вот. У нас теперь нету follow мода, у нас теперь анархия в чате, ну, у нас есть только Градорму, который будет банить, как бы, ну, если человек мудак, как бы, он, как всегда, отправляется туда же, да. Мы начинаем, как бы, с грустных всяких вещей, таких вот. Потому что, ну, что-то, короче, я решил поэкспериментировать, не знаю, может, это что-то принесет интересного в наше немногочисленное комьюнити имперское. Вот. Что еще вам рассказать? Не знаю. Нечего рассказывать. На самом деле. Вот. Блин, короче, я уже сижу, наверное, дня 4 или 3. Все, короче, думаю купить этот стартер-пак в вархаммеровский и начать красить фигурки. Блин, это так мне, короче, уже в жопу въелось, я прям не могу. Разнообразить скучные безбанные вечера груди. Да. Ну а чё нет? Градорму пока занят, у него кошка взбесилась от того, что он пришел домой и требует играть. У тебя появилась кошка? Или у тебя была кошка? И не знал. Или знал, но не помнил. Ну, короче, понятно. Поиграй с кошкой. Ты можешь ее посадить себе на коленки и теребонькать ее. Привет, старик. Димас, ты здорово. Ничего себе, какие люди. Нет, да при чем тут Джуз? Джуз просто... Короче, так получилось. Знаете, я раньше говорил, что, короче, у меня идеи пиздит Денис, а теперь Мишаня, короче. У меня реально, я сижу, выбираю всякие эти вархаммеровские штуки. Ну, не выбираю, просто смотрю там всякие видосы по Вахе. Короче, я много чего за эти 2 недели посмотрел. Я реально сижу, короче, в ваховскую всякую дребедень смотрю, короче, все думаю, бля, купить, не купить, купить. Я уже все нашел, все уже сделал, уже собрал. Мне даже в корзинке уже добавлено, знаете, осталось только купить. И, короче, блин, параллельно стрим Джуса. И он как раз там в Warhammer играл в то время. И, короче, говорит, бля, короче, буду красить фигурки. Я такой, да ёб твою мать, что такое, это почему? Вот. Да, кстати, ребят, вы вообще молодцы. Я надеюсь, вы теперь привыкнете к этому. Вот за 2 недели вы привыкли быть самостоятельными, без моей какой-то вот этой вот палки-напоминалки. Вы теперь в Дискорде вообще умнички прям. И играете, и фильмы смотрите, и музыку слушаете, и общаетесь. Блин, я вот не знаю, наверное, надо было всегда, знаете, просто вот не общаться с вами, кроме стрима. У меня реально такое впечатление сложилось. Не, ну, конечно, я буду общаться. Вот. Короче, реально умнички, вообще молодцы. Молодцы, умнички, умнички, молодцы. Так что вот так вот. Кстати, слушайте, у нас же на Трова, так, а если там что будет? Ничего не будет. У нас же на Трова есть всякие штуки, по идее, да? Всякие сундуки там, вот это вот, да, все, мы можем же что-нибудь сделать. Давайте сделаем что-нибудь. Что там, 100 эликсира. Я тут выиграл полтинник. Было дело. Так, выберите число ящиков. Бандиду, спасибо, 13 месяцев. Бандит 0 рисаднулся и говорит. Я ногти не подстриг. Бля. Ну ладно. Так, выбрать, значит, нам нужно что? Нам нужно отслеживать. И что еще вы будете делать, чтобы... Давайте заклинание, может. Мана надо? Да. Сейчас можно. Подожди. Слушайте, а мы накопим 50 тысяч?
Давайте, да, нам надо сегодня, короче, это наложить заклинание. Вот здесь вот сделать stay safe 1. Так. Разрешить многократное участие. Ссыль на трова, восклицательный знак трова. Сейчас, погоди. Нет, давайте без, наверное. У меня суммарно 15к. Во, нормально. Нормально. Сейчас, короче, подождите, пока не закидывайте. По-английски трова. Здесь 5 каждую команду. Сейчас, погоди. Погоди. Так, я не буду делать многократное участие, чтобы всем досталось нормально. Хотя, может, полтинник сделать? Нам надо сегодня 3 потратить же. Ёпс тудей, подождите. Нам нужно выйти нахер. Сегодня же воскресенье, они завтра обновятся же, блин. Давайте 50 эликсира. Так, значит, отслеживать. Заклинание, stay safe. Так, это на полтинник. Следующий. Так, на 2 часа. Создать. Мы сейчас сломаем систему, короче. Здорово, Златокусь. Привет, я тоже рад тебя видеть. Так, вот, уже можете закидывать. Ману-ману. Мана-мана. Так, и нам нужен, короче... Так, сейчас 8. Давайте в 9 мы создадим еще один сундук. Вот, и будет, короче, клево. Я думаю. В 9 и в 10. Да, вот. В 9. Напомните мне только. Алиса? Поставь будильник на 9 часов. Сделано. Будильник на 9 часов утра. Отдыхайте. Какой? Алиса! Выключи все будильники. Хорошо, выключила Че я туда-то будильники. поворачиваю? Вот же она. Алиса, поставь будильник на 21 час. Принято. Поставила будильник на 21 час. Спасибо. Так, все, с этим разобрались. Вот. Что там еще писали у нас? Что, не работает бот, что ли? Не, работает. Все, вижу. Все нормально. Вот, еще, значит, франшизафон продолжится. Скорее всего, завтра мы пойдем в Макса Пейна в 3-го. Нам надо его добить. Ну, блин, типа, я же не закончил еще. Там, наверное, стрима 2 еще, наверное, будет. Где-то так. Вот, следующий франшизафон, короче, мы пока ничего не набрали туда. Я пока, наверное, может, даже и не буду его делать, потому что, блин, 5 числа выходит Warhammer, короче, этот Demon Hunter. Его, сука, не купить. Точнее, нет, его можно купить, но он стоит в 3 раза дороже, чем он стоит. То есть он стоит там, короче, 1500. Его можно купить за 3600, по-моему, или там за 400, что-то такое. Короче, очень дорого. Я подумал, ну, что-то мне жалко столько денег тратить за игру, которая, возможно, мне не очень понравится, потому что это там Warhammer типа XCOM. Но я бы с удовольствием бы в него поиграл. Если у вас есть возможность его подарить мне как-то задешево, я даже готов денежку вам дать, то, в принципе, я готов к этому. Вот. Ну, только чтобы это не стоило реально 3 косаря. Ну, или просто можете подарить. Привет, ёптить, здорово, да. Здорово. Градорму. Градор рисабнулся и говорит, подписка на какого-то странного стримера продлилась. Да еще 43 месяца, так я еще тут мейджор. Ребят, подскажите, а кто это вообще? Ну ты зараза, конечно, да, вообще. Пиздец. Вот. В баню сдаки. Не, ну типа 1500 это нормально. Если вы найдете, как можно купить у нас в России, или может вы не там, ну, из какого-то СНГ, где продаются эти игры, вы сможете мне ее подарить, то, ну, или там купить ее, я вам потом денежку как-нибудь там перешлю. Вот. Ну, только чтобы это реально дешево было, а не дорого. И вот. Император слаб. Так, забанить этого придурка. Привет, ленивец. Так. Вот, короче, ну и, собственно, как-то вот так вот. По поводу игр, по поводу... Так, ну, с Троу мы разобрались, это мы еще сделаем там. Кстати, пока нет новых фолловеров. Ну да ладно. Подожди, я точно его сделал? Я же сделал сундук-то? Ну да. Ну там же они не хотят за 50 эликсира и stay safe, типа.
Ну ладно, в 9 часов сделаем обычный сотку на ленив и слаб. Кто ленив? Ты? Ну да. Я в курсе, я в курсе. По твоему нику сразу все понятно. Вот так вот. Короче, ребят, если у вас есть какие-то вопросы ко мне, можете задавать. Вот, я не против на них ответить даже. Привет, welcome hell, привет. Всех рад видеть, да, ребят? Всем здравствуйте, всем привет. Ага. Просто не круто здороваться много. Ой, это, блин, ленивец, блин, в каждом чате по 10 раз здоровается, там какие-то смайлики присылает постоянно. Вот нет, чтобы хоть какое-нибудь слово написать. Нет, он постоянно только смайлики шлет. В каждом чате, где увидит. И, по-моему, не только меня. Ну и усы у тебя. У меня не усы, у меня борода. Это разное. Почему такой бородатый? Потому что гладиолус. Все просто. На самом деле, эта борода меня пару раз уже взбесила. Я ее хотел уже избрить, и я ее и факапил, и не факапил, короче. Она и сейчас зафакапленная на самом деле. Ну нет, сейчас нормально еще. Завал на работе. У меня постоянный завал на работе. Когда в НВ в Оазис? В НВ завтра, в Оазис послезавтра, естественно. Вот. Так что вот. Так, франшизофон, да, продлится у нас завтра, наверное. Стэнли готов к работе? Ну, конечно, конечно. Сейчас скоро начнем, ребят. Сейчас посидим еще. Вот. Все будет. Здорово, Клифф. Здорово. Как дела у вас? Расскажите, что у вас нового за 2 недели произошло? То я вот отсутствовал. Ну, косвенно отсутствовал, да? Я всегда просто был на связи, как бы. Кто хотел там узнать, как у меня дела, он мне писал, и я спокойно отвечал. Зебра в клеточку пришла, привет, здорово. Я работаю, это я знаю, да. Зебра в клеточку нашла работу, я тоже это знаю. Вот. Правда, я узнал это не от нее, я узнал это от человека, который интересовался, как у меня дела, собственно. Так вот получилось. Вот. Представляете, да, вот кто-то мне пишет, да, в личку, типа, как у тебя дела, а в итоге мы общаемся, что Ксюша у нас работу нашла. Ну, дай бог ей хорошего этого самого работодателя и вообще хорошая работа, чтобы и зарплата была, и вообще все нормально было. Вот. Как-то вот так вот, друзья. Что еще у кого нового? У кого чего нового, вот. Я реально не знаю, блин, покупать, короче, этот вархаммерский стартер-пак или нет. Мне не жалко 4000 на это отдать, я просто не знаю, нужно оно мне, не нужно. Мог бы и сам мне написать. А я тебе писал. Не надо пиздякать, что я тебе не писал. Мы с тобой общались. Буквально не так давно. Мы, кстати, с Ксюшей довольно часто общаемся по сравнению с остальными. Но если так сравнивать, типа, с кем я больше общаюсь, наверное, с Ксюшей. С Ксюшей там и еще там есть люди. Вот. Ой, да ну, блин, так забавно на самом деле. Люди уже начали строить теории, почему я не стримлю. Я мог бы дальше не стримить, знаете, мне вообще... Ну, там, ладно, неважно. Просто я реально там уже куда-нибудь приходил, там, или просто, ну, сижу там на стримах же, да, луркую. И я вижу там, что люди иногда там меня обсуждают. И там реально какие-то теории, что там у меня что-то случилось, у меня кто-то умер, там у меня еще что-то, там, что я девушку нашел, там была какая-то теория, что я неправильно побрил бороду и решил не приходить, чтобы не палиться. Короче, какая-то полная дребедень началась вокруг моей персоны, не знаю почему на самом деле. Вот, ну в итоге, короче, я решил, что... Когда вы уже реально начали мне спамить, что типа давай стрим, типа, когда стрим и все такое, я уж подумал, ладно, надо уже это самое, ну, типа, 1 мая, как раз ровно 2 недели, как я отсутствовал, типа, такой, знаете, отпуск прошел, можно и запустить стрим. Возможно, я завтра опять пропаду еще на месяц, кто знает. Вот. Я говорю, у меня настолько сейчас... я себе устроил такой, знаете... поход в монастырь, так скажем. Вот, можно вот так вот.
Ты таблицу видел? Я даже не буду в нее больше никогда заходить. Зачем она мне нужна? Вообще наплевать, что в этой таблице. Никому ничего не... Ну, я должен только Лере... Я должен Resident Evil 7, и я должен Макса Пейна пройти. Все, больше ничего никому не должен. А все, ну, все остальное я прощаю вам. Как-то вот так вот. Если купишь, то в следующем году готов с тобой сыграть, когда буду в Питере. Подожди, а у тебя есть фигурки? Ты красишь? А почему? А чё ты фотки не скидывал? Ой, какие-то боты опять на Трова налетели. Вот это вот. Нет. А, ты хочешь моими фигурками играть? Я тебе не дам свою фигурку. Ты шо? Это же... Не-не-не-не. Да ну, не знаю, короче. Я не знаю, чат. Хочу я или не хочу. С меня пример взял? Ой, не знаю. Слушайте, я честно, я не знаю, как вам ответить на тот вопрос, типа, почему я отсутствовал. Я правда не знаю, как это... У меня столько всяких вариантов, как вам сказать, что происходило, что я даже, ну, я не знаю, стоит ли оно того. Короче, Градорма, я не понял, во что ты хочешь со мной сыграть, или как ты хочешь со мной сыграть. Конечно, хочешь что себя обманывать? Я просто не хотел приходить. Один из вариантов, да. Блин, не знаю, короче. Как-то так. По мере поступления вопросов буду правду говорить. Так они все правдивые, понимаешь? Вот каждый раз, когда кто-то будет задавать вопрос, я буду придумывать какую-то новую... Точнее, не буду придумывать, а буду говорить то, чем я занимался. Потому что, ну, за 2 недели все-таки прошло, типа, это большой срок. И делаю я многое. Вот, ладно, наверное, надо начать уже игру, а то что-то мы уже сидим такие... Надо посмотреть хотя бы что-то. Бля, там читать надо, можно не читать? А, там же озвучка английская, да? This is the story of a man named Stanley. Стэнли. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number С 1 ЗП еду к тебе в гости. У меня не убрано. Employee number Готова пылью 427's дышать? job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push. Хотя, может, ради how тебя long я, to push конечно, them, и and in what order. уберусь. This is what employee 427 did every day of every month. Бля, не надо было запоминать, какие он кнопки And там жал. although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Было. Я просто сегодня до стрима заходил, у меня было, что я играл. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never Да, in ответил, all что his играл, years at конечно. the company had this happened. This complete isolation. Я просто стрим настраивал, мне пришлось зайти в игру. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Я не пойму, у меня на глаза кривые или у меня монитор кривой? Так. Ничего тыкнуть я не могу. All of his co-workers were gone. What could it mean? Нет! Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Так. Ой! Зачем я это сделал? Ну ладно. Окей. Просто если ответить, что не играл, то будет больше упор по старому контенту, и только после определенных концовок дадут доступ к новому. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way.
Будем выключать все мониторы. Там есть монитор. Мне туда надо, мне туда надо. Блин, прыгать нельзя. Чёрт! Stanley clicked on literally Да ты every достал single door in озвучивать. the О! office because he doesn't pick up well on cues from his Все ушли домой, а environment. эти самые не выключили. Ой, Милан, здравствуй. Привет. Как делища твои? Что-то вообще ничего. Ничего не When открывается. Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Блин, ладно, пойдемте по его указке, так уж и быть. Я вообще налево не хожу, но... Дерьмо случается. Когда по плану вбросман? А, так можете уже вкидывать, да. Давайте, надо сегодня-то... Сколько? 50 тысяч нам надо набрать. Ну, наберем. Я думаю, Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer ёб there. твою мать. Блин, Градорму, ты мне такие вещи спрашиваешь, я хрен... Сколько? 4900 вкинул, блин, Сайбер, спасибо. 4900. Что-то мало ты за 2 недели там это самое. Градорму, слышь, с подключением у тебя уже баны пошли на Твиче. Слушайте, только стоило отключить follow мод, сразу какие-то эти... Как там Джусах называют? Пиздюки 20-летние, да? Так, ладно. Крейзизу, привет. Короче, ладно. Нет, оно закрылось. Там кто-то пердит. А, ты дверь открыла. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Ну ладно. Ну не те же одному. Да в смысле? Ты Coming to a противишься воле staircase, императора? Stanley walked upstairs to his boss's office. Где его кабанет? О, нихера себе. Что тут? Бафрум. I've got the feeling. Интересно, а картина на что-то влияет здесь? Стримил бы почаще. Так, шокуйте. Когда хочу, тогда и стримлю. Мне за это не платят. Все просто. Так. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. Да. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Блин, ну подожди, что не знал-то? А если... Подожди, что? Не понял. А, во. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Подожди. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was заткнись! 2845. Как она появлялась только что? Алло? О. 2845. А, я понял, что это появляется. Да ладно, ладно. Не, подожди, давайте... Я хочу, чтобы он взбесился. Уи! Будем бегать. Блин, нифига себе. Forgot, but it turns out that the panel's emergency override kicked in, and the door just opened all by itself. And Stanley got the hell along with the story. Ой, блин, ну чё ты рыно-то такой? О. Ну ладно. А если я еще раз наберу?
Ну ладно, как хочешь. Мое дело предложить. Тут очень темно. А тут же бабаек нету, да? Я от своего страха как бы не избавился до сих пор. Ёпс, туда. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his Я chest, что все as though he настроил. felt Ой. more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not Чё go Кента? unanswered for long. В смысле я виноват? А где Кент? Так вон. Там большая такая штука, объявление. Сейчас, ребят, подождите, кое-что нужно сделать. Очень быстро, вообще максимально. Так, где у меня бот, настройки бота. Сейчас, подождите. Где этот follow, где ты, follow? Блин, сколько у меня тут команд всяких. А где? Вот. Не понял. А почему follow работает на тролла, хотя не должен работать? Ну, типа он двоится. Почему? Так, хорошо. Давай, идем мне тут. Добро пожаловать в Империум. Так. Слэш анонс. Так, слэш анонс. Сейчас, ребят, секундочку. Да, бензопила работает, но она только на Твиче работает. Так, слэш анонс. Где? Я не вижу. Я слепой. Ну, free subscriber. Только Twitch. В чем прикол-то? Не пойму. А почему он задваивает-то? Я умный, скажи мне честно. Да, а что? В смысле, а чего? Так, ладно, короче, что-то не знаю, почему не работает. Точнее, работает, но не так. Очень странно. Я поправил. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Так, а что там? Escape. Блин, не, ну... О, это же этот, как его? Профессор Икс, как эта штука называлась? The lights rose on an enormous room packed with television А, точно, screens. это оно. What horrible Церебро. secret did this place Помню. hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Блин, это полотенце, конечно, со спиной смотрится максимально уёбищно. Ну ладно. Зато мне удобно. Now the Лена, monsters здравствуйте. jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Смотрите. 234 не горит. Там уволен кто-то был. Градорм, у тебя сегодня будет много работы. Иначе нам придется покупай фолловеров, праймы, вьювы. Блин, какое говнино вообще просто этот Twitch, бля. Охренею. This mind control facility Одни was too боты просто, horrible одни to believe боты. it couldn't be true. Had Stanley really been under Ну, мы someone's тестим, control чё. all this time? Надо Was потестить. this the only reason he was happy with his boring job? That his А, что? emotions had Иди в been жопу. manipulated to accept it blindly?
Да, боты, которые продают ботов, да. А потом меня спрашивают: ой, а почему маленькие стримеры тоже включают follow мод? Бля, я не хочу фолловиться, хочу писать в чатике. Ну потому что такие мудаки заходят, эти ботоводы. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Что-то страшная херня какая-то. Подожди, Ксюша, что такое? Что случилось-то? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. А, да? Я так решил, да? Правда? Ничего, все хорошо, ты пуська. Слышь? 5. Так, подождите. Подождите, что такое? Так, 3. Тут есть какие-то кнопочки. 1. 2. Смотрите, смотрите. Что ты слышишь? Что не слышишь? 3. Так, вот там есть, наверное, 4, да? О, нет, она закрыта. Ну, ё-моё. Что это? Control disabled. Мне 4 надо. Дайте 4. Блин, 4 наверху, вон там, вон она. Туда не попасть. Да меня глупые люди не смотрят, понимаешь? Ты думаешь, почему у меня, блин, зрителей нету? Ну, типа, мало их. Потому что умные люди только смотрят. Тут глупых нет. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Так. У меня свет вырубили. Здорово, Шук. Как оно? Как дела? Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes. He had won. He had defeated the machine. Unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine? Блин, это было в первой части, What насколько я other помню. mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. For it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Wow. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. А тут же теперь миллион консолок, да, всяких разных. Right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Кстати, там в пятницу, по-моему, вышел новый новая обнова в этом. В вампирах. Я, кстати, сделал там платину снова, там что-то 86 достижений у меня.
Так, ладно, мы все поняли. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Стой, стою. Что такое? Что? Ты будешь мне подсказывать теперь? Не, ну естественно, я не помню, что там было. He couldn't find a trace of his co-workers. Сейчас чихать буду? Или не буду? Я буду, наверное. Блин. Я теперь чихаю очень часто, потому что реально сижу под открытой форточкой. Ах. Так, ну мы стоим. Тут залезть на стол. Бля, как это сделать? Будь спасибо. А как? Тут уже прыгать нельзя. Прыгать нельзя, собственно, мне дали достижение. Прыгать нельзя. Как-то залезть-то? Залезть, говорит, на стол. Блин. Может, не здесь, может, дальше? Без крыл как-то залезал. Блять, ну он богоюзер же, ну. Так. Настройки, управление. Я понял. Сейчас. Он начнет прыгать когда? Ну давай, ну подпрыгни. Черт. Короче, пока прыгать нельзя. Черт. Ну ладно. Stanley went around touching every little thing in the office. Да ничего я не трогал, иди в жопу. Nor did it advance the story in any way. I hate Mondays? А, блин. Это отсылка, короче. Блин, это довольно жесткая отсылка, кстати. Отсылка, короче, к девчонке, которая пришла в школу и убила кучу народу. В Англии, насколько я помню. Есть даже песня такая. I hate Mondays. Stanley came to a set of two open doors. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Ну, все прям закрыто. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Да-да-да, But обязательно. eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Нет, я теперь тебя не слушаю, пошел в жопу. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't 5 years ago. Спокойно, Мэн, здорово. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your Фига. enemy, Блин, really хочу not. себе такие стеллажи. I realize that investing Вау, your ты trust куда? in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been Куда я about хочу? nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten. Oh. What? Really? Really? Something you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you. To Не, ну он show правда you хочет something помочь, на самом beautiful. деле. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Нет, не дам. Никаких шансов. Вообще. Блин, научите меня прыгать. Now listen carefully, this is important. Ну давай. Stanley walked through the red door. Ага, это я понял. Нам карточку надо найти. Aha, perhaps you misunderstood. Да, Stanley блин. walked through the red Всё. door. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. Загуглил. Если ответил, что играл в первую часть, то нужно пройти по первой концовке
правой и левой двери. А, по одной концовке. Понятно. Oh, thank God you are willing to listen to me. Do you По see that I одной, я really понял. have wanted you to be happy all this time? The problem is all these choices. The two of us always trying to get somewhere that isn't here. Ну, мы делаем. Running and running and running, just the way you're doing right now. Don't you see that it's killing us, Stanley? I wanted to stop. We would both be so much happier if we just stopped. And I think I have a solution. Here. Привет, ребят, всем здорово. Всем привет еще. Всем привет. Бля, сейчас опять чихать буду. Такое ощущение, как будто у меня аллергия, знаете, на что-то. Ну, у меня нет аллергии. Но, блин, чихать задолбало. Интересно, я так долго буду бегать? Никому вообще без шансов? Чего? А что я говорил? Я не помню. Никому чего? Как у вас дела, ребят? Рассказывайте, давайте. Долго по кругу ходить будешь? Бесконечно. Ой, ладно. Что так? What do we want? What are we looking for? Here. Yes. Oh, it's beautiful, isn't it? If we just stay right here, right in this moment with this place, Stanley, I think I feel happy. No, wait. Where are you going? Oh, no. Stay away from those stairs. If you hurt yourself, if you die, the game will reset. We'll lose all of this. Please, no, Stanley, let me stay here. Don't take this from me. Please, Stanley, think about what you're doing. А, да? Блин, нет. О. Oh, thank God you lived. You have no. What are you doing, Stanley? Please, I'm asking you not to take this away from me. I can't go back to what I was before. If you die, we'll both go back. Why are you doing this? Погнали. Stanley, let's Да go back to the other блин. room. О, все, я уже хромаю. Очень медленно хожу. God, is this really how much you dislike my game? That you'll throw yourself from this platform over and over to be rid of it? Не, Ксюх, я про другое спрашивал. Ты там написал что-то никому вообще без шансов. Я не понял про что-то. Да, ты правильно понимаешь. Все, давай уже. Да, мне офигеть по кайфу, просто. Всю жизнь мечтал. Подниматься по лестнице и прыгать вниз. Вау. Блин. Эта дверь не хочет открыться вообще? Так, ну рассказчик уже такой. Да. Давай, последний раз. Вниз головой. Уи! То-то же. Я не понял, что за шансы. Subject Zero, спасибо. Блин, я не знаю, почему, короче, он пишет мне двойной типа follow. Слушайте, а кто-нибудь... Ну что-то нифига, слышишь? Не работает. А может, надо было выжить? О, новый контент. Oh, new content? What does that mean? New content. Вот он. Новый контент пошел. А куда мы? Короче, забей вот. Ну понятно. Hello, and thank you for playing the
Stanley Parable Здорово, Ultra здорово, здорово. Deluxe. As you may know, the Stanley Parable was a video game released in 2013 on home computers. After receiving critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with the Stanley Parable Ultra Deluxe, a reimagining of the game for consoles and Прикольная home computers. презентация, слушайте. The Stanley Parable Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting audiences the world over. Please step inside and see what thrilling new adventures await in the Stanley Parable Ultra Deluxe. Oh, well, this sounds delightful. I'm very excited to see the thrilling new Ultra Deluxe content. Okay, Так непривычно so far it's слышать an слово elevator. Deluxe. Nothing special yet, Мы but это I'm Deluxe sure называем. it's just the beginning of a mesmerizing adventure. Чё? Is it broken? What's going on here? Should we be moving somewhere or... Oh, there we go. All right, finally, at long last, it's on to the new content. I've never been more ready. Let's do it. Давай, 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 погнали. I have to say, initial impressions of Stanley Parable Ultra Deluxe, mostly tedious. It's as if Oh, okay. Да такой, типа, Let's see the ужасно content. скучное Give me the говно. content, Stanley. Покажи мне контент. Ой, слушайте, у меня каждый зритель мне так тоже говорит. Покажи контент. All right, let's see. It's the jump circle. Да ладно. Ой. Ладно, так уж и быть. Я попрыгаю. Не трать все. Вы хотите сказать, что если я сейчас их всех потрачу, то все? Блин, ну я этого не знал, поэтому это спойлер. Да ладно, блин, серьезно? Я больше прыгать не могу. Блин, как... Is that it? Ну да. Surely that's not all the new content. There has to be something else, right? Блин, мне это вот начинает уже напоминать Portal. Stanley, I have to say, initial impressions of this game are not positive. It's just elevators and jumping. Is this what passes for exciting new content? If this is new content, then I could just read you the whole dictionary. There's 20 hours of new content right there. Hell, I could count to 30 trillion. You could put that on the box. The Stanley Parable Ultra Deluxe, now with over 1,000 hours of new content. And oh, wait. There's more. Very good. Yes. I knew there had to be something else. Let's see it. I'm ready for whatever it is. Ты готов ко всему? That's it? Вы издеваетесь, реально? You see, Stanley? This is what happens when greedy video game developers with no respect for their fan base rush a cheap expansion to market for no reason other than to make an easy dollar. And don't get me started on the level of craftsmanship that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the game's achievements, and it's hard to believe one of them actually says, "Test achievement, please ignore." What quality assurance department signed off on this? I'm infuriated and I'm offended, and I intend to find these people on Twitter and hold them personally accountable. Этих людей в Твиттере. I built up too much anticipation Который в around России new не content, работает, I'm кстати, да. afraid. It could never have lived up to such expectations. If you're still with me, why don't we just reset the game and we'll try to get back to what the Stanley Parable is really about. No frills, no gimmicks. Без рюшек, без заманухи. Time together like always. What do you say, friend? Да ладно. Так, подождите. Я хочу туда. Ой. Подожди. Ёпта! Вы это видите? Она
Мои глаза! Просто что? Вы видите, какая жесть? Или это у меня одного такое? Она какая-то то ли... Типа, знаете, как голограмма, короче. Или... Да, блин, вообще жесть. Вы видите это, да? Это искажение вот это? Она как будто типа 3D, но не 3D. Вот, блин, вот сейчас. Вот сейчас будет, смотрите. Нет. Прикольно. Да, у меня аж глаза вытекли. Psst. Stanley, come over here. In the vent. I want to show you something. Ну, пойдем, ладно. Интересно, куда мы там это придем? Okay, you remember how Minecraft. cheap and unsatisfying the new Ultra Deluxe content turned out to be? Well, it got me Дешевым thinking about отстоем. the past, Ага, and блин, how я much столько денег better за нее the отдал, чтобы Stanley в Steam в Parable нее used играть. to be. So I made something special and tucked it away here where the game's developers won't find it. Just our little secret. Take a look. Охренеть. Прикольно. Это что, врата рая, что ли? Твою мать, а что за Skyrim? I call it the Memory Zone. It's where I've been storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Experiences like the launch of the Stanley Parable on PC. Блин, хотел бы себе такой домик. Memory Zone. Я думал, это стекло. О, это не стекло оказалось. Дайкин Parable, да. Memories with You see, memory. Stanley, doesn't the Memory Zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it Ну, was это sullied with нормально. a cheap re-release? Remember back in October of 2013 when the game originally launched? Back then, video games had integrity. Back then, it all Тогда у meant видеоигр был стиль. waste. Stanley Parable. Журнальчики какие-то. Так, аворды. Заклеено. 2013. Врете. Подождите, а сколько я оставил, когда в игру зашел? Тоже было 2013, да? Ну, плюс-минус. Нет, подожди, 2004 я ставил, по-моему. Buy on Steam. Mozilla Firefox. Все, ненавижу эту игру больше. Вообще, фу. $1. Подожди. Да, $1. Demonstration. Всякие достижения всякие. Так. Номинант. New video game releasing today. Короче, понятно. Ну, что это? Церква? О! Что это за личинусы? Je suis dans la memory zone. Et je n'attends. And over here is where I keep reviews of the Stanley Parable. Вы слышали, Like the что она stunning пела? triumph of games This journalism. is the 10 out of memory 10 zone. From Destructoid.com. Боже. James Stephanie Sterling writes, and I quote, "Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created." Did you hear that, Stanley? Every game ever created. That's how grand and all-encompassing the original Stanley Parable was. It was literally every game ever created. It was Skyrim, it was Persona 3, it was all of them. And Я же now, сказал. it's nothing. It's no games at all. It isn't even the Stanley Parable anymore. It's just a husk now.
A lifeless husk with an hour of new elevator content. Ой, там будильничек. Алиса, выключи будильники. Наверное, выключила. Так, давайте, ребят, еще один создадим сундук. Теперь на 100 создадим. Хотя нет, давайте на 75. У меня вот есть лишние 75. Ну, как не лишние, конечно. Так, выбрать, отслеживать. Только надо сразу... Сейчас я кое-что сделаю. Так. Пип-пуп-пип-пуп. Пип-пуп-пип-пуп. Пип-пуп-пип-пуп-пуп-пуп. Пуп-пуп-пип-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп. Туп-туп-туп. Туп-туп-туп-туп-туп-туп. Туп-туп-туп. Сохранить. Нет, надо не так делать, подождите. Ай-яй-яй, ай-яй, я все испортил. Так, ням-ням-ням-ням-ням. Вот, надо вот здесь вот сделать вот так. Теперь сделать так. И вот это удалить. Все, сохранить. Так, отслеживать 75, следующие 2 часа. Так, Алиса, поставь будильник на 22 часа. Нет проблем. Ставлю будильник на 22 часа. Молодец. Вот. Что, создался? Создался, все, отлично. Ой, там же можно... Я могу присоединиться, интересно? Отслеживать, чат, использовать. Не знаю, вдруг сработает. Хотя, ну, по-моему, так нельзя делать. Вы не можете отслеживать свой канал. Блин, что за бред вообще? Почему не могу отслеживать свой канал? Да, ребят, заливайте ману, если у вас она есть. Погнали дальше. Сейчас там в чате спам начнется. Так, а чё, куда идти-то? The Original Remake. А там что? А там не Original Remake? Memory Zone Maintenance. Ага. Чат, вы чё затихли? Алло! Я чё, зря вернулся, что ли? Сейчас выключу. Будете молчать. Это же те самые 2 двери. Memories. Топ-10 memories. Another moving passage, this time from GameSpot.com. The Stanley Parable is both a richly stimulating commentary on the nature of choice in games and one that offers some of the most enjoyable, surprising, and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. 9 out of 10. Don't you get it, Stanley? The game was perfect. Не бубни, мы It didn't смотрим. need anything else. It didn't need Хочу new бубню. content. It just needed to be left alone. To spend the rest of time collecting dust in the hallowed hall of beloved video game Опять Олежка. makers. Так. Тут, видите, еще заваленные есть всякие. Что от меня хотят? These were simpler times, Stanley. But I wouldn't give to go back to have it all over again. Вот это 2D. Или непонятно, блин. Wait, hang on. I don't recall this part of the memory zone before. What's this? What's down here? Подожди, я не понял, ты меня назвал телевизором или старым? Или это и другое? Oh, God, no. Stanley, it's a collection of reviews from Steam, the online video game distributor. I haven't looked at these in years. I can't even imagine what's been collecting down here. Слушайте, отзывы-то Surely these похожи reviews на were говно. well, weren't they? Внутри коммент. Honestly, I could not Блин, have bothered to play прикиньте, this они game кого-то before увековечили completion. реально. The manager is obnoxious and unfunny, with his humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining. Теперь Багливи Funny. известный человек. I'm trying to make a serious work of art.
I suppose I could write up a handful of gags to Там insert into девушка, the парень. Stanley Parable. Оно, but the game is блядь. already such a densely layered web Извините. of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. Пиздюки 20-летние какие-то написали херню, а теперь их в игру добавили. Известный хейтер. Да! Блин, вообще жесть какая. Просто жуть. Я прослушал, пока тут этот болтал. Бля, вот это по аватарке можно как-нибудь найти, наверное. Ну, не найти, типа, а человек может себя увидеть там. Типа, о, блин, я писал отзыв. Не, нихера. Черт. Ой, еще Okay, один. let's see what this one says. While the idea for the game is good, for someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley? I'm not preachy, am I? You can tell me if I'm preachy. Honestly, you can. It's actually Бля. quite shocking for me. Well, to be honest, I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. You can't know how much fluff I cut from the game to get it to feel as light and airy as it... Well, I always thought it did. Прыгать я до сих пор не могу, кстати. Dear, what an awful memory to have to hold on to. These black marks on my otherwise unimpeachable track record. I feel like a failure. Я подвел этих людей. Perhaps the Stanley Parable isn't quite as sterling as I always remembered. Да как она не безупречная, блин, это идеальная игра. Я не понимаю вообще, кто хейтит эту игру. Ну, типа, за что? Ну да, конечно, она там звезд не хватает, но, блин. Я так же читаю. Согласен. Well, yes. Yes, I think we can do that. If I'm truly too preachy, then maybe letting you skip ahead for just a moment, surely it couldn't hurt. Not if it means we can strike these negative reviews from the record. Only positive reviews of the Stanley Parable. That's my motto today, and it's always been my motto. I'd do anything for the customer, Stanley. Yes, a skip button we shall have. Серьезно, скип. And here it is. Go ahead and give it a shot. I'll pop you forward in time so that the second my incessant droning starts to bore you, with just the push of a button, you'll have zipped right past it. It's what the players have been asking for, and I'm very proud to have delivered. No more listening to me rambling on and on and on. No, 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 no. Oh, you're back, you see. You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of unnecessary verbal flourishes and lengthy ruminations on the nature of choice in video games. Of course, I happen to believe it was perhaps one of my more... Well there, sport. You really did catch me rambling on a bit, didn't you? But that's the power of the button. The minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption, it's right... Okay, welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and longer. Всё больше времени. Well, I want to say maybe 30, 45 minutes? It's not unendurable by any means, but it's... Well, there's really only so much I can ramble on to myself. Stanley, please don't push the button again. It's been 12 hours. You've just been frozen there. I don't know why the skips are getting longer, but they're really, truly getting longer, and my God, there's no way out of the room. Stanley, the door is gone. It's completely gone. I've looked at it from every angle. I've checked every one of those walls 1,000 times, and there's no door, Stanley. There's no door. There's just you and the button, and if you keep pressing it, I have no idea what will happen. Нафиг задолбал. Stanley, you're back. You're back. My goodness, I have someone to talk to again. Stanley, I think it's been a week. Неделя прошла. I've been sitting here all the Цветок уже... time. Блин, что-то он за неделю сдох. Not a single person to speak with. And you'd think that that's just how it's always been, right? Me talking and you saying nothing. Would you think that it's exactly the same as always? Doesn't that feel like what we've already been doing? Me just talking? But it isn't, Stanley.
It isn't the same at all. It isn't even close. Because I know Он you тут вообще, can't да, не hear me once you затыкается. push that button. Блин, That's наверное, what I'm тут есть realizing достижение now, его Stanley. дослушать, I'm короче. realizing that I... Но мы этого делать, конечно же, не будем. Нам интересно поржать. Oh, hello. It's you. You're here again. Welcome. Привет. I have had time to think about you and about us and about everything we've been through. I've had so much time. Сколько I прошло-то? stopped keeping track after a year. Через год перестал считать. For one entire year. Let me describe it for you. To begin with, there is only regret. There is only Твою the мать, turning год wheel of прошел. missed opportunities. Точнее, I больше felt года. nothing at all but regret for the... Блин, сколько сейчас пройдет? Ну, вообще там... Он сдох? Подожди, что скипать-то? Мне кажется, он сдох. Так а чё мотать-то? Подождите, ну это так нечестно. А что делать? Ну, блин. Так сейчас там вообще миллион лет пройдет. Ну ладно. А она там была? Ее ж там не было, да? И что? Очень странно. But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their teeth and said, entertain us. Да-да-да, во-во-во. Чат, это про вас. Little thumbs down review and make all of their pitiful demands. But then, he's talking too much, they said. First, he didn't entertain us, now he won't shut up. It's the inconsistency, it's the lack of accountability, it's the unwillingness to examine with an uncompromising heart the words that they are speaking into the world. As though there were no consequences for a lack of cohesion in one's assessment of others. But of course, absolutely anyone can leave a review. So here's what we get. We get these demands that seek everything and are accountable to nothing. Ладно, прости меня. Так, еще 1 миллион лет прошел, да? The end is never the end, 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 is never. Интересно, когда это, ну, озвучивали это, это просто на репите на кнопке было, или он реально вот говорил все это? End is never the end, 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 is never. Наверное, все-таки это было на кнопке. Ну, типа просто взяли одну фразу. Это не конец и размножили. Задолбал, короче, давай. Че, мы уйдем отсюда, нет? О, вода начала протекать, смотрите. Походу начало тут гнить все нафиг. Это хорошо. Да, я же сказал. Прорыв. Прорывы. Рики, спасибо. О, дырдочка появилась. Так, погоди. Ага. Давай еще миллиард лет. О! Нормас. Ну, что-то, кстати, за там эти миллионы миллиардов лет прошедших что-то мало еще тут выросло. Ой, Парисен, спасибо тебе огромное. Парисень, подчеркивание, Парисень. где подчеркивание, Мощоури сабнулся и говорит. Мощоури. Привет.
Слушай, Парисена, почему тебя Бескрыл президентом называет? Мне что-то стало интересно. Мне кажется, там зародилась жизнь какая-то. Читать не умеет? Я так и подумал. О, наконец-то! Блинский блин, а! Земля через сотню миллиардов триллионов лет. Так, смотрите. Там горы, там горы. Куда идем? Туда? Там вроде что-то на горе есть, может, да? А, подожди, а давай осмотримся. Прыгать до сих пор не могу. Кстати, по факту я не сегодня подписался. Ну, какая разница-то? Здорово, Славик, привет. Ну, ты что, соскучился по мне? Что? Это не я. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Я не Perhaps he могу had simply прыгать. missed a memo. Oh, good. Ладно. You noticed my sign. Yes, I have something very exciting to show you. Слушайте, на Твиче теперь прикольная вот эта штука с объявлениями. Мне что-то она так нравится. Я хочу прямо. О, да, именно сюда. А, нет, или подожди. Да, сюда. Нет. А, нет, я хочу туда. Я все перепутал. Ну ладно. You see, Stanley, I've been reflecting on the Stanley parable and about how roundly disappointing this ultra deluxe version has turned out to be. The original Stanley parable was a landmark, and any new content for it should live up to that legacy. Блин, ребят, как мне купить Warhammer? Ultra deluxe nonsense? I say we Лучше, take конечно, it в Стиме, one step но можно и в Epic even Games. further. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever the Stanley Parable 2. Ой-ой. Yes, you see, isn't this far superior to a measly re-release with a few minor additions? Think of all the new territory we'll cover with a fully Деньгами, fledged так не suit, купить в России an его. entirely new experience, built from the ground up. Why there are so many У нас possibilities? есть кто-нибудь It could не go из in России, so кто many может different подарить игру? directions. This is what fans have Мне. truly been asking for. Пофигу, в Стиме, в Эпиках, насрать. Ну хотя бы попробовать. Calling it the Stanley Parable 2 Денежку я is вам just верну. so much catchier than Ultra Deluxe, don't you think? Ultra Deluxe? What does it even mean? But the Stanley Parable 2, now that's an artistic statement right there. It's future Ну, Ваха новая, It да. screams progress and innovation and long-term franchising potential. Баланс МТС? Я тебе говорю, не работает покупка в принципе. Пишет, в вашем регионе хуй. Все, понимаешь? Нет, ее можно купить, но втридорого. То есть она так стоит 1500. А если я сейчас могу ее купить, да, только там за 3-4 тысячи. Там, ну, 3600, либо 400, там две цены. Короче, мне нужен человек, который не в России живет, и может ли он купить версию для РФ. Вот. Так, ну и чё? Стэнли Парабл. И чё? Чё? Да, тенге киви там другое.
Now, to be clear, Она есть, I haven't но quite я же говорю, nailed down дорого. what exactly the Stanley Parable 2 is going to be, but let's take a look at some of Ну, the блин, я не features хочу I за think игру, will которая стоит everything for 1500, it. отдавать I 4000. figure that if Согласитесь, I это can loosely не organize прикольно. a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of naturally spring up around them. It'll all work itself out. Game development is much more of a fuzzy magic than anything scientific or logical, really. Не, если вы найдете мне, где можно купить ее за 1500, называется она Warhammer 40 000 Demon Hunters. А, нет, Housegate Demon Hunters, вот она. Если вы найдете, тогда да. Тогда я вам скажу спасибо. Я не нашел. Может, я тупенький. Вот. New Futures. Блин. Люблю вот такой стиль. Ничего лишнего. Едрить. Here we are. Go on, try out some of the new features. Новые фичи. Блин, я, кстати, купил бы себе какую-нибудь футболку из Stanley Parable. Прикольно. Please no screenshots. Ха-ха. Ну да. Ну да, пошел я нафиг. Ой, вот это прикольно, кстати. Так. Не офис. Чего, блядь? Жуть какая. Идея, контент. Блин, жесть какая. Блин, а куда идти-то? Не знаю, мне везде хочется походить. Says the name of a player was playing the game. Чего? Кнопка, которая говорит твое имя? Твою мать. For the Stanley Parable 2, I asked myself, what do players really want? And of course, the first and most obvious answer Too big, too is that they small, want to be just right. individually recognized and validated as people. Ай, So with that in твою mind, мать. my first addition to the game is this button which speaks the name of the person playing the game. Isn't that wonderful? Блин, если она сейчас скажет MadAsh, это будет вообще клево. Sorry, I should have Aww. clarified. Right now, the button only says the name Jim. But of course, in the final game, this button will say your name, whatever name that is. Here, let's have you role-play as Jim to really simulate the full experience of this feature. Just play along. I promise you'll love it. Okay, here we go. Let's take a Ладно. deep breath, clear your mind, forget whoever you are, and simply become a person named Jim. I want you to imagine yourself living as Jim, sleeping and waking as Jim, falling in love and being heartbroken as Jim. Чат, вы seizing представили, all что the вы world's Джим? possibilities as Jim, and as Jim watching your dreams crumble into dust. Do you feel it deeply? у меня на мониторе. Are you really, truly Jim right now? If so, then please step forward and press the button. О, короче, прикиньте, у меня тут история была. Короче, пошел и купил себе пиво. У меня было их 3 разных вида. Ну, обычное баночное пиво из магазина. Короче, я его начал пить. И это, я не знаю, это то ли ацетон, то ли еще что-то, короче, они туда добавили. В общем, я тупо... Я больше, кстати, не пью магазинное пиво, вот, которое дешевое, знаете, там, типа, за 50 рублей, за 70 рублей. Все, что ниже 100 рублей, я больше вот... Или, ну, нашего пива я вообще его больше не пью. Я реально вылил 2 литра пива в толкан просто. Ну, невозможно это пить, блин. Такая дрянь вообще несусветная. Yes, you see? What a thrill, what a rush. That was you. The button described you. Do it Ну, again. там реально просто, ну, я не знаю, чем оно было разбавлено, ну, короче, полное говно. Так, а можно что-нибудь другое это сделать, нет? Или мы только Джим-Джим? Джим-Джим. It hits even Второй раз harder даже the second круче. time. If this were the only new feature in the Stanley Parable 2, it would still be worth the money. Let's take a break from the Jim button. I'm too emotionally drained from all of this personal validation. Whoa there, cowboy. Sometimes a person can be too much Jim. I'm putting the Jim button away.
Otherwise, soon you'll start to lose all sense of who you actually are. Ну, уехал. И чё? Нет, ну типа, блин, раньше оно было нормально, там всякие FS был нормальный, еще там что-то, Амстел был нормальный, Ревенбрау был нормальный. Типа, ну пить это можно было. Ну тут я просто попил, ну просто как, я не знаю, это может там из-за санкций или из-за чего-то. Ну я, в общем, больше это говно вообще не пью. Реально, я буду покупать только какое-то привозное пиво нормально, ну там, которое стоит там, ну 100 рублей, 150 там и выше. Ну, либо разливное. Разливное норм. Да нет, причем тут цены-то ниже были. И причем тут бары? Бары это другое. Бар это бар. Я говорю про дома. А, это наверх, вон туда, да? Даже интересно. Нет, блин. Такая дверь, прям, мне кажется, что сейчас что-то произойдет, а хочется все потрогать. A common complaint of the Stanley Parable was that it was confusing and paradoxical, that it engendered a chaotic sense of reckless despair in those who played it. Well, I am happy to say that after much consideration, I've engineered a clever solution to this fundamental problem with the game. It's the Stanley Parable Reassurance Bucket. You see, Stanley, anytime you're holding the bucket, a sense of calm and ease will fill your mind and your heart. It's true. As long as you hold on Нет, to the bucket, Парисьен. the many disorienting Цены не contradictions of the изменились. Stanley Parable will feel perfectly normal and perhaps Оно там как стоило, там comforting. 50-70 рублей, так и стоит. Только оно раньше было нормальное, а сейчас говно. Cognitive dissonance while the bucket is in your arms. And to be honest, it's a much more convenient solution for me than actually redesigning the game to be less uncomfortable. Can you imagine what a pain in the ass that would be? Yes, the bucket is the perfect solution. Come on, give it a try. Give it a try. Ну давай. Can you feel it? The glow of comfort, even in the face of crushing despair, must already be sweeping through your body. And in fact, can I say that I do believe the bucket lends you an air of charisma as well? I think that just holding it has made you the slightest bit more attractive as a person. The benefits of the bucket seem to go on, don't they? All this and more await you in the Stanley Parable 2. Потому что не подняли цену, вот и стало говном. Как вообще цена в магазине влияет на вкус, который производится где-то там? Ты о чем вообще говоришь? То есть оно стоило 50 рублей, оно было нормальное, а сейчас оно стоит 50 рублей, и оно говно. Где связь-то? Я тебе про другое говорю, что они стали делать говно, продукт. За те же деньги. Блин, ну что, я теперь с ведром реально буду ходить? Офигенно. Does anyone give out awards for most enjoyable bucket in a video game? That really should be an award if it isn't already. Че, бесконечная дыра? Okay, I'll be honest, I haven't yet decided on this one. Так, скриншоты не I think делать, in the new понятно? version, the office could use a bit of decoration, like balloons. But I'm undecided on Get Well Someday and Happy 12th Birthday. Which would you go with? А, ты про это, господи, так бы и сказал. Тут говори, блин, забей, короче. А чё? А, о, баллунс. You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. Happy 12th birthday. Ну, наверное, да. It Мне тоже is. так кажется.
Ну, короче, вот, я, да, больше это говорю. Ну, я не знаю, может, мне просто повезло, и там какая-то, ну, понимаете, 3 разных пива. Я, правда, их в одном месте покупал, ну, типа, может, там какой-то контрафакт туда завезли или еще что-нибудь, я не знаю. Типа, но я больше пробовать не хочу, потому что, ну, блин, реально, я пью ацетон, и... Ну, он реально был отвратительный. Or actually, maybe Я I думал, should have мне gone with- горло No, разъест no, нафиг. I've made my decision. We're moving on. Мгм. Так. О, Jump Circle. You know what? Let's bring the jump circle back for Stanley Parable 2 as well. It's... Oh, wait. You already spent all your jumps the first time we saw the jump circle. Oh well. I suppose it can just be a nice decorative piece then. Эй, ну а чё не обновить-то? Ну, блин, ну ты душный тип. А чё, я теперь вообще не смогу это достижение сделать, что ли? Ну это бред, конечно. Ну не бред, это часть геймплея. Now here's something special. You remember that broken test achievement that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the achievement. Yes, you see, you'll come to this lever, and when you pull it, the achievement will be given to you. It's as simple as that. Ну там чё? Страшно. Чё, серьезно? Okay, perhaps I should have clarified. This is technology that will exist. Right now, the achievement is still fully broken. I'm not a wizard, Stanley, but I guarantee it will be fixed in the sequel to at last satisfy the hordes of ravenous fans all over the world who have been uproariously demanding this feature. Gamers, we hear you, and I promise it will happen. У него вообще ничего не работает. Назвал меня Джимом. Интересно, ее сломать можно? Блин, ну ведро это вообще кек полный. What else? What other exhibits haven't we seen yet? Не знаю. Скажи. Халявное достижение. Так. Подожди, а бесконечная дыра где? Мы же где-то просрали бесконечную дыру. Ну вот здесь, наверное. Ты еще не знаешь? Конечно. Чей-то анус? Stanley, here's an idea that I'm truly fond of. It's never been Блин, я done не with хочу force туда of video прыгать. games. This is in fact a hole that you can fall down forever. That's right. Infinite falling. You can fall until the end of time if you like. A stunning leap forward for video games as a medium. Привет, привет. Ну чё, прыгаем, чат? Нет, я не смотрел. Гоу вниз на дно Твича, да. See, isn't it wonderful? One of my more ingenious concoctions, if I do say so. Now then, since you've gotten to see the infinite hole, Мне кажется, оно меньше you can становится, press не? the teleport button to pop back up to the top, and we can continue onward. Блин, ну это бесконечная дыра. Now, I don't mean to be a bummer, but I do recommend you use the teleport button to go back to the top. Maybe do it on the sooner rather than later spectrum of things. Great. Now, I'm very excited to show you even more of my ideas for the sequel. Бесконечная дыра, серьезно. 12-перстная кишка, да-да-да. Я же сказал про анус.
Анус запеканус. Вон, видите? Блин, короче, прикиньте, что я тут узнал. У меня, оказывается, мой одноклассник, точнее, их там несколько, ну, типа, одноклассников, они, короче, устраивают эти трэш-стримы. Прикиньте. То есть один над другим издевается. Я охуел, извиняюсь за выражение. Просто пиздец. Там реально что-то у них было. Они бухали всякую... типа блейзеров, короче, ну, какие-то коктейли, знаете, вот с этими дрянными, короче, штуками, хуячили в этот баллончиком этим, ну, с жидкостью этим перцовым, короче, там в лицо, там тестировали, типа, их. Вообще пиздец, я как узнал, я такой... Они что, малолетки? Я говорю, одноклассники, блядь, малолетки, да, малолетки. Жесть, я сам охуел, реально просто пиздец. Мне об этом друган типа сказал, я такой, чего, блядь? Сколько у них... Ну, я не знаю, я не смотрел. Да нет, там у них просто видосы на ютубе. Ну, там были стримы, типа. Ну, там просмотров как бы нет почти. Там фигня какая-то. Ну там, блин, там я почитал комментарии под одним видео, короче, типа, о, парни, вы такой крутой контент делаете, неужели у вас вышло видео, короче, вот в таком стиле? Я такой, что, блядь, мир сошел с ума? Oh goodness, Stanley, this is fairly awkward. Полный I hate пиздец. to do this, but before you leave, you really should go to the collectibles И с exhibit. этими людьми я You see, учился в there одной is a школе, в surprise одном I was going классе, to блядь. spring on you later, and it involves the collectibles. And I really do hate в to шоке. break the illusion, but it's important that you go see the collectibles, okay? Welcome All right, Hell, I ты can have it in your удивишься. hand now. Но нет. Ё-моё. Ah, collectibles. Now it's a real video game. In the Stanley Parable 2, you'll run Нет, around Борисин, gathering я up даже these это не major могу Stanley понять. figurines. And what's truly innovative is that there will be no reward for collecting all of them. I don't want to stifle the intrinsic joy of watching a number go up. You simply collect all of them, and then you move the hell on with your unremarkable life. Ну, смотрите, что там летает. Это что, люди, что ли? Нифига себе. Они борются за... Ужас какой. Один из 6. Ой, жесть какая. Ну ладно, нашел, чё. God, it really is the worst when you collect everything in a video game and then they give you a big fancy reward for it. Absolutely tragic. Так, а чё, можно выйти тур? Мне, кстати, вон туда вот надо. Да, ребят, короче, я говорю, мир сходит с ума потихоньку. Но они типа давно этой херней занимаются. Но, блин, это такой бред. А, я могу уже сюда пойти, да? Блин, подожди, это выход. Не хочу на выход. Выйти можно будет, когда ты посмотришь все фичи. Я не знаю, вот туда, если я хочу. Давайте сначала туда сходим. Рики, так ты можешь сразу всю в эту самую ману залить, если хочешь. Не обязательно по соточке кидать. Ну, если у тебя An есть. epilogue would be fun, wouldn't it, Stanley? Yes, yes, it would go at the end of the, well, we'll figure that out later. А, это эпилог. У меня начальник мой одноклассник. Блин, тут был подъем! Серьезно? Чемпион мира по настройкам. Что? What? А, это новый уже, я понял, все понял. Все понял, все понял, все понял. Блин, дайте мне прыжки.
Коты. Прикольно, кстати. В ведре отражается. Цвета отражаются. Чтобы дверь открылась, надо ачиву получить. Ну, я не знаю как, поэтому. Молодец, раз понял. Ой, начинается вот это вот. Так, ну что тут у нас дальше? Что это? New Mac? No screenshots. Окей. So, Stanley, what do you think? Do you like all of the new features? Yes, I know it's not exactly clear yet how exactly these features will come together as Да я one понял, что надо настроить, когда single video потыкать. game, but I can feel it in my soul. It's going to work. There's definitely a good game in there somewhere. Say, let's do an experiment. I'll arrange these new features together, and we'll see whether or not it coheres into a meaningful gameplay experience. Okay. Are you ready? Here it is. Да почему I give руины-то? you the Я просто не хотел этого Stanley делать. Parable 2. Чего? Well, I mean, there's potential here, right? It's sort of... Okay, never mind. Вон эта штука надо Let me do a собрать. different arrangement. Okay, yes, this is much better. I feel good about this. Here we go. Version 2. Ой. Who am I kidding, Stanley? This isn't a coherent video game at all. It's a Блин, lot ну of там же gags. добавили прыжки. And I do very much enjoy creating gags, but they don't add up to anything. I wanted more than anything to create a sequel that would capture all the magic of the first game. I wanted fans to love it. No matter how good these gags are, they won't stand on their own. They would need the structure and the gameplay of the original. Wait, maybe that's it. I can take the original Stanley Parable and simply, well, insert a few of my new features into it. Tastefully, of course. Вот, давай, with да. respect. With care for the vision and integrity of the original game. Would it possibly work? I suppose it could. But it would need a really, really tremendous title screen. A title screen that says with bold and uncompromising conviction, "This is the Stanley Parable 2." Let me see if I can whip something up. All right, perfect. Go ahead. Take a look. Ой. Так а что тут тыкать-то надо? Или это надо именно в игре делать? Я сегодня под залив капитал, четкая стратежка, советую любителям эконом-стратег с градостроем. Уже поздно, да пофиг. Я, короче, купил себе Дюну новую. Блин, ну на стрим, не знаю, она не очень интересна будет, но я поиграл, мне понравилось. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Хочешь сказать, я туда не смогу вернуться в эту Employee number 427's job was презентацию? simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. Да, прыгну я в окно. Иришка, привет. Дюна, наверное, как Цива? Нет, не совсем. Она не пошаговая, реал-тайм. Но она прикольная, мне понравилось. Типа, в нее поиграть можно. Ну, может, я постримлю как-нибудь, посмотрим. Ну, она просто такая, типа, залипательная. Там экшена особо нет. Уже как-то можно было скипать, нет? Ой. Ладно, допустим. Что, в это окно, да? Да я не могу прыгать.
No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Мне кажется, ли эти шарики уже были? Я не могу прыгать. Он не прыгает. Я хз, ребят. За кого играешь? Да я один раз все поиграл. Ребят, чтобы вы понимали, я за 2 недели я поиграл несколько часов в Цезаря 3, несколько часов в Дюну и сделал ачивки в этом. Как его? В вампирах, во. Все, я больше вообще ничего не делал. О, ведро. Так, а теперь прыгать. Прыгать. Как прыгать-то? Ну давай. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Не, я играл за этих, за Атрейдесов. Атрейдесов, точнее. Still no one was here. Stanley needed the bucket's warmth and comfort now more than ever. Perhaps his boss's office was where he'd find answers. Так мне обновили же вроде эти прыжки. Oh, Stanley, can you feel it? The broom closet. It wants the bucket. You can feel that, can't you? The aura of jealousy. It's as clear as day. This broom closet believes it deserves the bucket. Блин, аура ревности это когда я вижу, когда вы играете в других дискордах вместе, не в нашем. Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Блин, хочу я вниз, не хочу. Ладно, давайте попробуем. Может, нам прыжки все-таки дадут. Что ты, Парисьен? О, да, есть. One of the miniature Stanley figurines. Remember, no reward for collecting all of these, only the intrinsic pleasure of a job well done. You can't buy that sort of happiness, Stanley. God knows I've tried. So, I implore you to savor each and every moment you come across one of these beautiful figurines. Так, кстати, надпись изменилась. Так. Ну ладно. 2845 было, да? Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Crushed by the weight, but Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? Может, ведро знало код. Серьезно. This is certainly the most logical explanation. Блин. Ну это как рогалик, типа такой, знаешь, сатирный. Не сортирный, а ну типа сатира. You know, there really must be a snappier name for these things. What about mini stands? Stanley things. Секунду. What about Stanlerines? Yes, I think I like that. Another Stanlerine under your belt. Нам надо сделать сначала, наверное, 2 основных прохождения, а потом можно будет всякую дичь творить. The elevator raced downward, plummeting towards an Император Ра на нас зафоловился, ничего себе. Это что, еще один император? Император только один, может быть. И это я. The bucket is here for you, Stanley. Everything will be fine. Точно? Ты уверен? Stanley and the bucket walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Блин, мне интересно, что там будет.
Я подражатель. Да не говори. The lights rose on an enormous room. При том, что не я себя императором провозгласил, а вы. What horrible secret did this place hold? Stanley and the bucket both wondered to themselves. Мне кажется, теперь мы играем не за Стэнли, а за ведро. The monitors jumped to life, and Stanley nearly dropped the Значит, bucket in сместимся. Я shock. сейчас тебя забаню, и все. Everyone in the office was being videotaped, monitored like guinea pigs. The bucket had never seen anything like this, and it very nearly burst into tears as Stanley cradled it gently, reassuring it that everything would be fine. Все будет хорошо. Was the bucket under the mind control facility's influence as well? Had the bucket been told to do things it didn't wish to do? What kinds of things does a bucket want to do or not want to do in the first place? These questions raced furiously in Stanley's feeble mind. Слабеющий ум. No! He screamed into the bucket. He couldn't accept it. His own life in someone else's control, never! He squeezed the bucket tighter. His one friend in the entire world. At this point, he could trust no one except for the bucket. Ой, так. But here was the proof. The heart of the operation. Controls открыли labeled дверь? with Да блин. emotions, happy or sad or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he and the bucket would dismantle the controls for good. Two best friends, Stanley and the bucket, up against the world. They high-fived in a really cool way, and the bucket made a sassy comment about taking down the system. Твою мать. Какой ужас. Где фигурки собрать? Ну, мы уже 3 нашли. When at last they came to the source of the room's power, Stanley and the bucket knew it was their obligation to put an end to this horrible place and to everything it's... Сейчас посмотрим, что будет говорить, когда мы выйдем отсюда. Stanley and the bucket waited in blackness. Was it over? Где нашел? В туалете и в коридоре в темном перед лифтом. They had done it. Stanley and the bucket had defeated their greatest and darkest enemy, freed themselves from the tyrannical grip of the evil mind control machine. Freedom was now mere moments away. Excitedly, the two of them began to discuss the kind of life they wanted to live once they stepped through this massive door. The bucket wanted to learn to roller skate. Stanley wanted to sneeze in every Хотел научиться кататься на роликах, Both of them что? wanted to begin watching a movie, any movie, but then stop it halfway through and begin watching it in reverse from the end. True, it was a simple life they envisioned, but it was one they'd lived together, with one another to lean on, to trust, to support, and to... What? Wait. What was happening? Why had the door stopped? Was Stanley and the bucket not about to be freed? An unbearable silence filled the room, lingering in uncertainty, until finally the truth hit Stanley square in the face. This building did not want the bucket to leave. Even the facility itself recognized the incredible calming presence of the bucket, ё-моё. needed the soothing warmth of the bucket. Идем на свет, идем на свет. To part with the bucket. No. Stanley can't leave this place. Not while he has such a precious bucket in his arms. Not while this building has anything to say about it. Stanley realized he would never again leave this very room. Не. But at least he has the bucket. To be trapped eternally in darkness isn't really so bad, Stanley thought to himself. As long as I have my bucket with me, right? I'll be okay, won't I? Stanley gulped. Very soon now, he was about to find out. Кого? По-моему, что-то изменилось. Meeting today.
I can't wait to tell this story to my co-workers, Stanley thought. How amusing they'll find it. Oh, won't we all реально я не just могу laugh and прыгать, laugh at the отстой. time I thought everyone had gone missing. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Coworkers. Коворкеры. 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 Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story. А первая часть, in по-моему, any была way. переведена, это они вторую не перевели. Блин, я реально не могу избавиться от мысли, что вот покупать мне миниатюры вархаммеровские или не покупать. Не знаю. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. А, первая часть любительский, да? Движок? Ну, наверное, Half-Life'овский, да. Так. Oh no, no. Что? Not again. I won't be part of this. I'm not going to encourage you. I'm not going to say anything at all. I'm just going to be patient and wait for you to finish whatever it is you enjoy doing so much in this room. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Нет, я не пойду туда. Еще одна. Okay, I'm going back to the name of these little Stanley figurines, and now I'm torn between Stanlerines and Figlies. What do you think, Stanley? What name better encapsulates the intrinsic sense of happiness that you get from seeing a small number почему в in the маразм-то corner of your впал? screen go up by one? Я это хотел еще задолго до I'm Джуса, sure it и will come to me. ну, до того, как он начал это стримить и об этом говорить. Просто я вот думаю, ну, хочу ли я этим But заниматься. Stanley Попробовать just couldn't можно, do it. типа... He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might Я have уже 4 time for нашел. that. And in such a competitive economy, why had he Ну, taken желание that risk? есть. All because Что ты с he ботом моим believed разговариваешь? everyone had vanished. His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all. None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went? And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming, he yelled. This is all Ну a да. dream. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. А, He лол. wasn't going to lose his job. He Понятно. wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying. А and там began кисть to сразу gently идет float в наборе. around. Там идет сколько там? 3 фигурки? Imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest Ой, мне тут на днях question такой of сон all дурацкий entered приснился, прям, Stanley's блин, как head. будто вот One, ну, в he was реале это было. amazed he hadn't asked himself Все sooner. ужасный. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it Но мне particularly снилась работа. strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself?
Stanley is as awake right now as he's ever been. Жесть, да не говори вообще. Сам в шоке был. Не-не, Глором я не стану. Нет, если вы найдете способ, как мне купить этот самый Хаусгейт, новый Вархаммер, там может тогда что-то и изменится. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back. Ой, там будильник, да? Алиса, хватит. Алиса, выключи все будильники. У вас нет включенных будильников. Спасибо. Сейчас надо сделать еще один кейс. I want my apartment and my wife and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. Я не совсем работал во сне, но это было связано с работой, да. Так, доктор Хупер, это, ну... Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. This is the story of a woman named Mariella. Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments, she considered the strange man. He was obviously crazy. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. The very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. Серьезно? Прикольно. Так, сейчас заново будет, да? Так, отлично. Сейчас, ребят, давайте еще один кейс создадим на Трова. Так, через 8 минут, кстати, уже один закончится. Так. Давайте еще на сколько? Да еще на 100 создадим. Почему нет? И выберем задание отслеживать снова, наверное, да? И больше, наверное, ничего не надо. Привет, Филиппыч. Привет, Блайндспот. Здорово. Вы что, прям так это... Наплывом у вас там стрим, что ли, какой-то закончился? Вот так вот, блин. Стримишь, тут стримишь. А они сидят на чужих стримах вообще. Хоть фу. Так, давайте тоже на 2 часа. Все, создать. Пускай будет так. Во. Так, ну-ка, сколько там уже? Так, этот один раз. Джедайчик, спасибо тебе за рейд. Вот вы откуда, вы от джедайчика пришли. Я понял. Я понял вас. Все ясно. Предатели. Привет, балдеж. А где Трова? Трова на Трова. Ну ты же на Твиче. Да, 18 маны. Да, ребят, заливайте ману. Нам нужно 50 тысяч набрать за сегодня. Давай, Блайндспот, все заливай. Все туда. Продолжить. All of his co-workers were gone,
What could it mean? Да не прыгает, Stanley короче, decided to все. go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Привет всем, привет. Лидриана, привет. Когда начнут двери там открываться, не? Что? Опять ведро. Stanley lifted the bucket into his arms, and a wave of comfort rushed over him. Спасибо, Филиппыч, нифига ты там залил. Меня Таня душила, что делать? Не знаю. Подождите, подождите. Так, сейчас, секунду. Сколько у меня там это? Так, у нас 21 тысяча, ребят. Вот. Так что нужно еще. Как я давно тебя не видела, даже не узнала поначалу, бороду отрастил. Ну да, я такой. Отращиватель. Что за ультра делюкс? Ну, ультра делюкс. Типа продолжение. Привет, мародер. Всем привет, ребят. Доктор Хупер, мне не нужно покупать эти кисточки, потому что я не знаю, буду ли я этим заниматься. Если я буду этим заниматься, типа, ну, расширять, да, свои умения. Спасибо, доктор Хупер, тебе огромное. И Blind Spot тоже спасибо. Спасибо, ребят. Так, подождите. 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 Там главное не переборщить. Ребят, осталось 5200. 5200 закидывайте и все, сегодня больше не надо. Лучше завтра. Алидриан, я не стримил 2 недели, так что... Поэтому ты меня и не видел. Там нет фигурки. Давайте, ладно, сюда. Блин, а если не хочу сюда? Ладно. And so the two of them detoured through the maintenance section and walked straight ahead to the opposite door. Так. Ага, все, я понял, куда это ведет, нам сюда. Oh, good Stanley. I'm glad you found your way here. Не понял. I knew you'd find this place eventually. You see, your friends and I are concerned for you, Stanley. We've come together here because we care about you very much. It's this bucket you're carrying around. Я на самом деле не на жопу смотрел, а просто смотрел типа на модель. Если там что-нибудь или нет. Лидриана? Натрова вроде. Я же не перепутал ничего. Don't you want another story involving the adventure Да, вон он, Натрова. We could make the adventure line go somewhere new. Yes, yes, that's what the fans want. Let's do it. Опять эта комната. Whee! Look at that wacky line. Who knows where it'll go off to next? Oh, and it played some silly music as well. Что за ужас? Все, улетели? Подождите. Вы набили? Да, ребят, все, больше не надо закидывать. Градурма, сделай, пожалуйста, сообщение, чтобы ману не кидали. До завтра. Что по марафону завтра продолжение. Я сегодня не стал, типа, завтра продолжится. It's as classic now as it was back then. Let's do it for the fans, Stanley. Let's give them more content exactly like this. But if we want to do that, you're going to have to give something up. А я видел на Твиче, ты как-то стримила, да, это.
Я не помню, во что там играл. Ты, кстати, не играешь в Дюну в новую? Все, ребят, спасибо вам огромное. Набрали 50 тысяч буквально за... Ну, могли бы это сделать, наверное, за минуту. Вот. Завтра будем собирать новую ракету. Мне, кстати, сегодня должны Трово... Прикиньте, короче, я где-то вот неделю, я когда не стримил, мне Трово такой, типа, пишет, мы по вам соскучились, короче, типа, постримите 1 час, и мы вам дадим ракету, короче. Я такой, нихуя себе, ракету дадут. Вау, вот это да. Я хотел тут, знаете что? Была же рекламная кампания от ВК Play. Я хотел, короче, сделать рестрим туда. Но это же Mail.ru наш любимый, и там нужно это как-то делать через очко. И в итоге я, короче, не разобрался и... Ну, точнее, не то, что я не разобрался, я не хочу устанавливать еще одну приложуху, чтобы, блин, стримить там каким-то непонятным способом через захват экрана, а не захват игры, там что-то, там, короче, какой-то бред вообще полный. В общем, если кто-то знает, как стримить вообще в ВК, расскажите мне там в личку, пожалуйста. Буду вам за это признателен. Я думал, ты в очках разбираешь. Я? Don't you get it, Stanley? Ну, We need такое. to get rid of the bucket. That's why I'm very proud В to Одноклассники, introduce a да, brand туда new тоже, кстати, character. можно. This is the Bucket Destroyer. Я только в очке разбираюсь. I think it'll make a wonderful new addition Твоё. to the rich lore of the Stanley Parable. True, it also was not in the Не, я original просто game, хотел but it's посмотреть such a вообще, что там, как это well-fleshed-out происходит, character типа with so much затестить. personality that to me it already feels as though it's been part of the cast all along. Don't you agree? Обязательно. Can you guess what the Bucket Destroyer does? Surely you don't need me to spell it out for you. Go ahead Серьезно? now, Stanley. Say goodbye to the bucket, and then pop it into the machine when you're ready. Блин, ну ладно. Такой посмотрел на него. Now listen to me. It's crucial that you give it the bucket. I Он- don't know what the Bucket Destroyer will do if it can't destroy your bucket. Destroying buckets Да is как? all it knows. That is its singular personality trait. Он не Sure, I can hear you закидывает. saying, how does a character with only one personality trait deserve to join the pantheon of beloved Stanley Parable characters? Well, you see, if you were to really Ну, ведро explore the компаньона, я Bucket пытаюсь его Destroyer, убить, да. you would see that its desire to crush buckets is so densely loaded with complexity and nuance that it's really like 10 personality traits. По-моему, пора What валить. other object in this game can you even say that about? The broom closet? Certainly not. I wonder what sort of Bucket Destroyer merchandise the fans will be clamoring for after this. Okay, the Bucket Destroyer is getting very upset now. You'll have Надо to его скорее hurry and покормить. feed. We can't get back to the classic Ну, давай. Stanley Parable characters like Не, the ну тут Adventure нельзя, Line or короче, the это Bucket делать. Destroyer until you crush that damn Ленивец, bucket. поздравляю тебя, ты Quickly выиграл now, the fans are waiting. Do 50 it, the эликсира. fans, Stanley. Give the fans what they want. Hurry and... Кажется, мы умерли. Что, блядь, Bucket происходит? Destroyer, my prized creation. You had so much potential. We were going to do such marvelous things with you, tell such spellbinding stories about you. Да, Oh, ленивец, squandered прикинь. now. Goodbye, Приятно, когда своим new уходит. friend. For the moment in time that you were here. Секретная концовка. Да, 1 из миллиона. Magnificent. Сколько тут концовок всего? Что-то я там читал, что их там порядка 1000, по-моему, что-то такое. Ну, может, меня наебали, конечно, я не знаю. Много. Логично. Дайте мне прыжок, блиха-муха. Ну, All of пожалуйста. his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Было до хрена, добавили еще чуть-чуть. Ну, еще чуть-чуть, это порядка 1 миллиона. 2. Все. Так. When Stanley came to a set of 2 open doors, he Я- entered the door on his left. Получил This was not the ачивку, да. correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well.
Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Подождите, а ведра не было, да? The Я lounge was же не мог его sublime, a пропустить. work of art. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Бежим, бежим, бежим. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Карточка нужна еще. Так, а меня теперь привезет наверх, да? Ну, погнали. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be Я не буду difficult, прыгать. but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. Блин, эти шарики везде. Мне кажется, шарики были и в первой части. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. This is it, Stanley. Не было? Your chance Блин, значит, там что-то другое было. to put your work aside. Мне кажется, что я их To уже let видел. her back into your life. She's been waiting. Так, погоди. Ты чё, джедайчик? А чё, где вы Татьяну-то дели? Главный имперский распорядитель, где он? You need to be the one to do this. To reach out to her. If you can truly place your... Oh, no, you can't... Did you just unplug the phone? No, that wasn't supposed to be a choice. А, How did you do активность, that? понятно, You спасибо. actually chose Татьяна incorrectly. задушена? I didn't even know that was possible. Let me double check. В смысле? Я что-то не понял. No, it's definitely here, clear as day. Stanley picks up the phone. He's taken to his apartment where he finds his wife, and the two pledge themselves to one another. Music comes in, fade to white, roll А, да, Градорма, серьезно? А не было сейчас ведра, я его... Я же не мог пропустить его. Я же там около компов бегал, там не было ведра. I don't understand. How on earth are you making meaningful choices? What did you... Wait a second. Did I just see... No, that's not possible. I can't believe it. How had I not noticed it sooner? You're not Stanley. You're a real person. I can't believe I was so mistaken. This is why you've been able to make correct and incorrect choices. And to think I've been letting you run around in this game for so long. If you'd made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely ignored even the most basic safety protocol for real-world decision-making. Or did you not grasp the severity of the situation? Well, I won't have that kind of... Давай, мы уже сегодня с тобой обсуждали, что типа нам нужно веселье, мы хотим поржать, мы не хотим той тупой болтовню. Дайте уже кнопку, пожалуйста. Да ладно. Choice. It's the best part of being a real person. But if used incorrectly, can also be the most dangerous. For example, in this scenario, a hypothetical real person named Rupert has a choice. He could invent a machine that eliminates food shortages across the world to make Подожди life уж, better ладно. for all people. Or he could spend... Хотя подожди, ну давай, ладно. Stanley knew the office layout like the back of his hand. It was only a matter of time before he found the others, wherever they were. Прыгать до сих пор Just не a могу. matter of time. Так, вот ведро. The confusion and the chaos all seemed to melt away понял. as Stanley embraced the bucket. Так. Stanley clutched the bucket tightly to his... This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. And here it was. У вас бывает такое ощущение, что у вас как будто сейчас зуб выпадет? The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the meeting room. No, Said the bucket. don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Go there. Go to the cargo lift. Good, Said the bucket. now ride the lift all the way to the top. There's something up there I need you to do. Stanley did not question why or how this bucket was speaking to him. It should have alarmed him, of course, because buckets can't talk. Не But Stanley бывает. chose not to think about this obvious fact.
He was firmly convinced that the bucket had spoken Прыгай, да сейчас to him, прыгну, and подожди. he unthinkingly did whatever the bucket asked. Возраст еще не тот. Ну не настолько. Так. Ну что у нас тут? Ничего No, нет. stop. Look there on the wall. You see, there's a sign right there. It says, "No buckets past this point." Stanley, how could you think it was да okay ладно. to bring the bucket here? Unless, what if the problem is that you actually don't know what is a bucket and what isn't a bucket? I suppose that would explain a lot about your behavior up to this point. Which, if that's true, well, my goodness, I think we have to do something about it. This misunderstanding could have dire consequences on the entire rest of the game if not addressed quickly and properly. So much of the impact of the story is dependent on your understanding of what is Что такое ведро? bucket. Please, step in here for a moment. Не, слушай, иди нафиг. А блин, что, все закрыто? Ну вот, опять никакой свободы выбора. Да что ж такое? Кстати, Ждачек, ты в вампиров не играешь? Который этот... Vampire the Masquerade. Blood Hunt. I'm going to run you through some test scenarios, and you'll tell me whether or not the thing I'm showing you is a bucket. Simple enough, right? This should tell us everything we'll ever need to know Балдеж, а ты about what джедайчик? is or is not a bucket. Okay, let's begin. Item 1. Is this a bucket? Да. Incorrect. It is a hologram of a bucket, not an actual bucket. Я собираюсь играть, да. Item 2. Is this a bucket? А можно на него посмотреть? Correct. It is a 3D printed Откуда я reproduction of a Марабер знаю? bucket, Это первый раз not an играю. actual bucket. Я же не в курсе. Что тут надо жать? Item 3. Is this a bucket? Incorrect. This is a bucket. Видишь? Item 4. Is this a bucket? Correct. This is a tractor and not a bucket. Трактор. To be honest, I just sort of put this one in here as a gimme, but I was starting to get concerned that even this might be too much for you. Thank you for not making me look like an idiot. Okay, next one. Да почему руина? Отстаньте. Нормально все. Is this a bucket? Ну давайте нажмем да. Correct. Вот. This is a bucket. Видите, я все правильно делаю. Item 6. Is this a bucket? Нет. Trick question. Both. Gotcha. Вопрос с подвохом. Что? Item... Wait, hold on. I can't find the next one. Let me see. It should be around here somewhere. Что? Okay, you and I both know there isn't anything here. And I don't appreciate the implication that nothing is a bucket when we both clearly know that a bucket is something. And therefore nothing could possibly be something. Unless, in your twisted mind, have you somehow convinced yourself that a bucket is nothing? Answer me straight, Stanley. Do you believe that nothing is a bucket? Ничто это ведро. Так, ладно, давайте вот. Сейчас вы, да или нет? Я ничего не жму. Да? Ну ладно. You know what? I'm too confused to even sort it out. I've lost Во, all мы sense of сломали его. perspective. What is a bucket? What isn't a bucket? Mere moments ago I could answer these questions with confidence. And yet now I'm somewhat adrift. Do any of us know what a bucket is? Am I a bucket? Stanley, I can't keep doing this. I'm losing myself, and myself was all I ever had to begin with. I'm afraid the bucket is threatening to tear our relationship apart. I can't have that. I'm sorry.
but I'm going to erase all buckets Сюда from the нажимать? game entirely. Okay, here we go. Ну ладно, давайте, да. Да. Он выключил свет, я не успел нажать. Is everything gone? Why did everything disappear? Wait, was everything a bucket? Every single thing in the game was a bucket. Я только нажал, и он сразу выключил свет. В этот же момент. Except me. А может я... Это как раз я нажал... Нет, вряд ли. You're still here. You're not a bucket either. Oh, this is Так я ждал, пока он договорит. We're not buckets. Я не понял, блин, может это потому, что я нажал? Ну просто прям одновременно это было. But it doesn't change the fact that we haven't got a game. So, tell you what. I'll reset everything and we'll put back all of the buckets, okay? And we'll know that it's all a bucket. But if you run into anyone else, Я вчитываюсь, что ты. who knows what that information might do to a person. All right, here we go. Нам опять сейчас сюда идти придется. Или... All of his co-workers were gone. Warmth spread through Stanley's arms. With the bucket in his arms again, he was home. А где мои компьютеры? Stanley pressed the bucket upon every little thing in the office. Nothing Stanley clutched the bucket tightly to his chest. This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Was this... No, never mind. Блин, давно не было статуэток, кстати. Stanley took the door on his left to go back to the meeting. Да не пойду я в твою переговорную, что пристал ко мне? No, said the bucket. don't go to the meeting room. Go somewhere else. Сказать the где? cargo lift, yes. Go there. Go Ну to погоди the пока. cargo lift. Good. Said the bucket. Now ride the lift all the way to the top. There's something up there I need you to do. Ну я умру, Stanley did наверное, not если я question прыгну. why or how this bucket was speaking to him. Это что, It should ведро? have alarmed him, of course, Спасибо. because buckets can't talk. But Stanley chose not to think about this obvious fact. Мне кажется, или He выше was стал? firmly convinced that the bucket had spoken to him, and he unthinkingly did whatever the bucket asked. Так. No, stop. Look there on the wall. You see, Да ты there's a достал. sign right there. It says, no buckets past this point. Это не Stanley, ведро. how could you think it was okay to bring the bucket here? Unless, what if the problem is that you actually don't know what is a bucket and what isn't a bucket? I suppose that would explain a lot about your behavior up to this point. Which, if that's true, well, my goodness, I think we have to do something about it. This misunderstanding could have dire consequences on the entire rest of the game if not addressed quickly and properly. So much of the impact of the story is dependent on your understanding of what is and isn't a bucket. Please, step in here for a moment. Да ты достал. Не хочу опять туда. Now then, I'm going to run you through some test scenarios, and you'll tell me whether or not the thing I'm showing you is a bucket. Simple enough, right? This should tell us everything we'll ever need to know about what is or is not a bucket. Okay, let's begin. Давай. Item 1. Is this a bucket? Это правильно. Correct. Голограмма. It is a hologram of a bucket, not an actual bucket. Короче, все, что ведро, я нажимаю нет. Item 2. Is this a bucket? Correct. It is a 3D printed recreation of a bucket, not an actual bucket. Ай, бля, чего? Item 3. Is this a bucket? Incorrect. This is a bucket. Это не ведро. Item 4. Is this a bucket? What? Are you hallucinating? Ты слышал, это It's an трактор. enormous machine that tills the earth. I thought this was a gimmick. How on earth did you manage to screw it up?
Absolutely incredible. Let's just move on to the next one. Is this a bucket? Да. Correct. This is a bucket. Кстати, такой же, как и прошлый. Ну, давай. Что там дальше? Так, Item это... 6. Is this a bucket? Нет. Trick question. Both. Gotcha. Item... Wait, hold on. I can't find the next one. Let me see. It should be around here somewhere. Сейчас нет нажимать? Ну ладно. Yes. Thank you. There's nothing here. Of course it isn't a bucket. We both know full well that nothing isn't a bucket. Wait, when I say nothing isn't a bucket, that makes it sound like I'm saying everything is a bucket, which of course is not true. Все есть Unless- ведро. Is that what you think? Сделай нас Ask me единым. straight, Stanley. Are you trying to Сделай tell me нас that you ведром. believe everything is a bucket? Давайте, что жмем? Допустим, так. You know what? I'm too confused. to Вот, even да, sort it правильно. out. I've lost all sense of perspective. What is a bucket? What isn't a bucket? Mere moments ago I could answer these questions with confidence. And yet now I'm somewhat adrift. Do any of us know what a bucket is? Am I a bucket? Stanley, I can't keep doing this. I'm losing myself, and myself was all I ever had to begin with. I'm afraid the bucket is threatening to tear our relationship apart. I can't have that. I'm sorry. But I'm going to erase all buckets from the game В entirely. смысле сотрет? Okay, Чё? here we go. What happened? Is everything gone? Why did everything disappear? Wait, was everything a bucket? Every single thing in the game was a bucket. Oh my God, I had no idea. How could... Except me. I'm not a bucket after all. And you, Stanley, you're still here. You're not a bucket either. Oh, this is wonderful news. We're not buckets. Yes, I actually feel much more at ease right now. It's delightful to get some clarity on that issue, but it doesn't change the fact that we haven't got a game. So, tell you what, I'll reset everything and we'll put back all of the buckets. Может, сейчас okay? прыжки добавят? And we'll know that it's all a bucket. But if you run into anyone else, maybe don't mention that. Who knows what that information might do to a person? All right, here we go. Ну. Так. Ну он же типа все обнулил. Wait, Stanley thought to himself. Am I Не, sure нифига. that the orders stopped coming in? How is that possible? They never stopped. Surely I was mistaken. Вообще странно, он типа все обнулил, но при этом не обнулил. Так, а чё? А где? Все заново, что ли? Stanley picked up the bucket and smiled. He'd never be alone again, not truly alone, not with the bucket around. Так, а что приседания? Приседания-то работают. Так, что-то компы сдохли, да? Ну, нет того, который мне нужен был. Stanley clutched the bucket tightly to his chest. This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. А, через And here it приседание was. можно If залезть the на bucket стол. turned out to be correct, well, А, never mind. что вы не The говорили-то? bucket was wrong. Stanley took Вы the говорили door про in his прыжки. to go back to the meeting room. No, Said the bucket. don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Good. Said the bucket. Now ride the lift all the way to the top. There's something Ну и up чё, если there I я need you прыгну? to do. But Stanley feared that any path he walked might lead to the separation of himself and the bucket, his dearest friend. So he threw himself to his death, that they might die in one another's arms. How deeply touching. Не умрет, говорили они, не умрет. Stanley had never seen the office this brightly lit. Was it a sign of something? He hoped it was.
He hoped very much that it was. Не умер же. Вообще-то умер. Ну и как тут через приседание? Короче, чат, вы меня с другой стороны стола? Здесь? О, да, нифига. Как дальше? At first, Stanley assumed he'd broken the map until he heard this narration and realized it was part of the game's design all along. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. So, now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Why don't we take a minute just to drink it all in? Да, Okay, офигенное I'm место. over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? Тебе надоел этот прикол? Then in that case, we'll continue. But now, here comes the real question. What do you think would have happened if you had told me that you wanted this to stop? Do you think it would have been particularly different? Would I have taken the same idea but rephrased it А я не смогу superficially сюда to fit the вернуться, answer? наверное, с ведром. Perhaps you never would even have thought of it if I hadn't brought up the issue in the first place. Oh, now think about it. Will it be worth it for you to restart and then come back here just to do the other option? Clearly, this whole gag takes some time. What if the other option is even longer? How long will you spend in total just to have heard all the narration? Oh, and this is rich. Perhaps you've just played the other option, and now you've come to see what happens in this one. So, what do you think? Which choice was the better one? Imagine if you had selected continue on your first playthrough, how tantalizing it would be not knowing what happens when you pick the other option. Indeed, you are one of the lucky ones. Though if the other option is really miserable to listen to, then perhaps you're not. In fact, I'm just going to say that no one who's listening to this is lucky. Well now, I've built up the other option so much that I'm going to stop talking and leave you to your decision whether to come back here, continue with the game, or just sit in this spot forever and ever. Cheers. Пока. И долго мне тут тусить теперь? Что? Подождите. Может, тут есть дверь? Перезапускай. Да я понимаю. Ладно. Someone was following Stanley. He was sure of it. If he checked идем за over his shoulder ведром. now, he would surely catch them. The good old bucket. За Just ведром. Stanley and the bucket. Off on another thrilling adventure together. Yes, whispered the bucket into Stanley's ear. We've done it. We've escaped from that dull office and that pesky narrator. At last, out here in the white void, we are alone. Now, and for the first time, I can reveal to you my true self. The bucket began to tell Stanley of its life and its history, of the countless wars it witnessed, desecrating the land and lives of untold numbers of innocent humans, and the bucket's own complicity therein, of sadness and regret, and the many years it spent dwelling on the actions it might have taken to curb the madness and the decay, if only it had been stronger, of hope and redemption, and its crusade to uplift the stock of life for the common man, to manifest justice where none existed, and the bittersweet reality of time, to see one's dreams and wishes met halfway, meted out in parcels like charity, and abandoned as soon as the warm glow of inspiration begins to dim. The opportunities to do so much more. There was so much it could have done, perhaps, the bucket wondered to itself. Perhaps, if it had seen its own darkness with a clearer perception. This was way too much Комната for все Stanley. так же квад... What are you talking about? He screamed. You're a bucket! To this, Да the ладно. bucket furrowed its brow. No, said the bucket. Давай, Not since Ксюха, the пока. evil wizard Gambhorata first ensnared Ну и me с in his возвращением тебя, кстати, machinations да. as payback for the sacred amulet I stole from his treasured vaults. I was young back then and could not conceive the ramifications of... No!
Stanley screamed even louder. This is stupid! You are a bucket! This is so stupid! Why are we even doing this? As Stanley screamed and screamed and screamed, the bucket revealed its true form, transforming into a mighty beast of untold power, its fangs glistening like... My God, Stanley, you did it! You saved us from the bucket! Thank God you already had all 12 emblems of sages and knew the incantations to summon their true power. Otherwise, we would have easily been overwhelmed by the bucket's power. I'm speechless. You've demonstrated such bravery here today. Come, let's restart the game, and we'll agree to never again go trifling with this bucket, nor the dark magic cast away inside of it. Только не ведро, да не говори вообще. Someone was following Stanley. Заебашили ведро. If he checked over his shoulder now, he would surely catch them. It was only a matter of time. Подождите-ка. Where are we going today? The bucket asked. Stanley just smiled. Anywhere they went together would be perfectly fine with him. Так. Там какой-то... Там что-то есть. Вы слышали, да? Yes, whispered the bucket into Stanley's ear. We've done it. We've escaped from that dull office and that pesky narrator. At last, out here in the white void, we are alone. Now, and for the first time, I can reveal to you my true self. The bucket began to tell Stanley of its life and its history, of the countless wars it witnessed, desecrating the land and lives of untold numbers of innocent humans, and the bucket's own complicity therein, of sadness and regret, and the many years it spent dwelling on the actions it might have taken to curb the madness and the decay, if only it had been stronger, of hope and redemption, and its crusade to uplift the stock of life for the common man, to manifest justice where none existed, and the bittersweet reality of time, to see one's dreams and wishes met halfway, meted out in parcels like charity, and abandoned as soon as the warm glow of inspiration begins to dim. The opportunities to do so much more. There was so much it could have done, perhaps, the bucket wondered to itself. А чё за звук был, мне Perhaps it had интересно? seen its own darkness with a clearer perception. This was way too much for Stanley. What are you talking about? He screamed. You're a bucket? To this, the bucket furrowed its brow. No, Said the bucket. not since the evil wizard Gambhorata first ensnared me in his machinations and paid back for the sacred amulet I stole from his treasured vaults. I was young back then and could not conceive the ramifications of... No! Stanley screamed even louder this time. This is stupid! You are a bucket! This is so stupid! Why are we even doing this? As Stanley screamed and screamed and screamed, the bucket revealed its true form, transforming into a mighty beast of untold power, its fangs glistening like... Вы какие-нибудь придурки, конечно, я не могу. My God, Stanley, you did it. You saved us from the bucket. Thank Ты God you спас already нас had от all ведра, 12 блин. emblems of sages and knew the incantations to summon their true power. Otherwise, we would have easily been overwhelmed by the bucket's Не гоблин, а power. голум. I'm speechless. You've demonstrated such Энди bravery here Серкис. today. Серкинс. Come, let's Кстати, он restart the озвучивал game, and we'll одного из agree to персонажей в never новом again go Вархаммере. trifling with this bucket, Одного nor из the dark ключевых magic героев. cast away inside of it. Потягушечки. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. A good bucket, a strong bucket, a humble bucket, a committed bucket, a bucket of culture and distinction.
Мне интересно, сколько всего тут этих достижений. Stanley clutched the bucket tightly to his This was not the Не correct достижения, а way to meet концовок him. даже. But Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee А тут есть ачивка зайти через 5 лет в эту игру? And here it was. Had the bucket turned out to be correct? No, never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left. Ой, какой ник классный. Человека скребу по сусекам. No, said the bucket. don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Good, said the bucket. Now ride the lift Вон all она the way to the где. top. There's something up there I need you to do. Фу, блин. Stanley did not question why or how this bucket was speaking to him. It should have Куда alarmed him, of попасть? course, because buckets can't talk. Через But прыжок, Stanley да, chose надо туда not to попадать? think about this obvious fact. He was firmly convinced that the bucket had spoken to him, and he unthinkingly did whatever the bucket asked. Откуда столько фолловеров набежало? С кейсов? Так. Да, аккуратненько. No, stop. Look there on the wall. You see, there's a sign right there. It says, no buckets past this point. Stanley, how could you think it was okay to bring the bucket here? Unless... What if the problem is that Короче, you это то же actually don't самое, know what блин. is a bucket and what Он не isn't a bucket? пропускает I туда. suppose that would explain a lot about your behavior up to this point. Which, if that's true, well, my goodness, I think we have to do something about it. This misunderstanding could have dire consequences on the entire rest of the game if not addressed quickly and properly. So much of the impact of the story is dependent on your understanding of what is and isn't a bucket. Please, step in here for a moment. Да ты утомил. Не разочаровывать? Now then, I'm going to run you through some test scenarios, and you'll tell me whether or not the thing I'm showing you is a bucket. Simple enough, right? This should tell us everything Так we'll тут надо ever need знать to know ответы. about what is or is not a bucket. Okay, let's begin. Item 1. Is this a bucket? Ну давайте отвечать как есть. А может вообще не отвечать? Подожди, а ну-ка, если мы не будем отвечать, что? Просто как не разочаровывать-то? Первые два ведра не ведра. Ну давай, ладно. Correct. It is a hologram of a bucket. Давай An пресен, actual bucket. пока-пока. Item 2. Is this a bucket? Correct. It is a 3D printed recreation of a bucket, not an actual bucket. Item 3. Is this a bucket? Correct. This is a bucket. Так, вот это не ведро, да? Item 4. Is this a bucket? Correct. This is a tractor and not a bucket. To be honest, I just sort of put this one in here as a gimme, but I was starting to get concerned that even this might be too much for you. Thank you for not making А в конце me look чего like an idiot. отвечать? Okay, next one. Нет? Когда там... Типа пустота будет. Так, вот это ведро. Is this a bucket? Correct. This is a bucket. Так, сейчас будет типа вопрос с подвохом, там без разницы, да, что отвечать? Вот это вот. Item 6. Is this a bucket? Да. Question. Both. Gotcha. Вот сейчас он, да, болтать будет? Item. Wait, hold on. I can't find the next one. Let me see. It should be around Так, here сейчас нет. somewhere. Сейчас нет, да? Yes. Thank you. There's nothing here. Of course it isn't a bucket. We both know full well that nothing isn't a bucket. Wait, when I say nothing isn't a bucket, that makes it sound like I'm saying everything is a bucket, which of course is not true. Unless, is that what you think? Answer me straight, Stanley.
Are you trying to tell me that you believe everything is a bucket? Нет. You know what? I'm too confused to even sort it out. I've lost all sense of perspective. What is a bucket? What isn't a bucket? Mere moments ago I could answer these questions with confidence. Yet now I'm somewhat adrift. Do any of us С know возвращением, what a брат. bucket Да я is? никуда и не уходил. Am I a bucket? Stanley, I can't keep doing this. I'm losing myself, and myself was all I ever had to begin with. Что? I'm afraid the bucket is Что? threatening to Я tear нажал our красную. relationship apart. Почему I can't do зеленая? that. I'm sorry, but I'm going to erase all buckets Короче, from я the не game. знаю, что тут надо делать. Okay, here we go. Тут больше ничего... What happened? Да, тут Is дальше не everything пройти, gone? все. Why did everything disappear? Wait, was everything a bucket? Every single thing in the game? Так, ладно, давайте дождемся. Oh my God, I had no idea. Ой, сейчас приду, ребят, короче, пускай он болтает тут это самое... I'm not a bucket Сейчас after вернусь. all. And you, Stanley, you're still here. You're not a bucket either. Oh, this is wonderful news. We're not buckets. Yes, I actually feel much more at ease right now. It's delightful to get some clarity on that issue, but it doesn't change the fact that we haven't got a game. So, tell you what, I'll reset everything and we'll put back all of the buckets, okay? And we'll know that it's all a bucket. But if you run into anyone else, maybe don't mention that. Who knows what that information might do to a person? All right, here we go. Так, я вернулся. Здрасте. Всем привет. Всем привет, всем привет, всем привет. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided Бля, а to go to чё, the я meeting концовку room. заруинил, Perhaps что he'll ли, send тоже Mr. с Miller. компами-то? Чё они не обновляются-то? Я их выключаю. А где? Там же был у меня, ну, набор этого кода, типа. Ну да, все. Что? Там был кто-то! Ah, the embrace of an old friend. A weathered companionship that stands the test of time. Стоп, сначала. Да ёпта. All of his co-workers. The bucket made Stanley want to be a better man and a better... Спокуха. Вот, бежим. The meeting room. Yes, that's where everyone would be. Stanley just needed to get to the meeting room, and from then on, he would never be alone ever again. Not everyone is so lucky to have a bucket, but Stanley is a very lucky fellow. Very lucky indeed. А может, надо выключать определенные только? Параноик, я точно видел там чувака. Ну блин. Ну как так-то? Сам ты дед. Годзилыч, ты тут еще? Так, вы сказали, там надо как-то прыгнуть, да? But Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be.
And here it was. Had the bucket turned А out может, to be можно correct? тоже через No, приседания? never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the meeting room. No, Said the Хай, bucket. привет. don't go to the meeting room. Go somewhere else. А, The вот. cargo lift, yes. Go there. Go to the cargo lift. Все оказалось проще, чем я думал. You're getting close now, Stanley. You've nearly gotten all of the Figler and Marines. Very soon, you'll collect the last one. Как он там, And Стэнли then Гурки the были first написаны? number will equal the second number, and that will be it. We'll be different people by then. Different in the sense that we used to have none of them. And now we have Да я them был all. в чулане, пока You ничего не can't go дают. back to when you Хотя я had давно no туда не Figler сходил. and Marines. None of us can. Ну и все, осталось последнее, типа. Так, ну лучше не прыгать, я думаю. Надо долго там сидеть? А. Уи. Так. И где это мы? А тут ничего и нету. Чё это? Ой. Okay, this is day number 295. Tape number... I don't even know. I've lost track. Nothing feels real anymore. The longer I study this bucket, the less sense anything makes. The sheer euphoria I feel every time I pick it up. No matter how many times I've done it, it's always the same feeling. Читами первую часть ломаешь? The emptiness Ну, of my мычи-то chest не используем. when I set it down. It doesn't make sense. There's no explanation for it. I still haven't figured out why I see the world so differently when this bucket is in my arms. Why everything feels so... What do I do with this treasure? I can monetize it. Yes. It's unthinkable the amounts of money people will pay for even just an hour with the bucket. Ай, блин. It's my golden ticket. But I have to be careful, because as soon as this gets out, there's going to be a target on my back. Even now, I don't know who might be trying to get... What's that? Who's there? Кампората. Лату Верата Никта? Ну я понимаю. Слушай, тут какая-то дребедень творится страшная. Так. Где последняя, интересно? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ну где ты? Я точно знаю, что ты там. Блин, но он должен быть там. It
takes a lot of humility to carry a bucket so magnificent. Stanley checked his ego and then proceeded Да onward. ничего параноик-то сразу. Ничего не параноик. Stanley pressed the bucket upon every little thing in the office. Nothing responded to the bucket's touch, but it did little to discourage Stanley's belief in the magic of the bucket. Градорм, это какой же? Третий за сегодня, да? Stanley clutched the bucket tightly to his chest. Так, если мы пойдем... А, ну да, кстати, нам туда... Пойдем туда, ладно. This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. Влево? Я хотел наверх. The bucket turned out to be correct. Was this better than the meeting room? Yes, Stanley thought to himself. Yes, perhaps it truly was. How insightful the bucket turned out to be. Как раз покурю пока. Привет, ребят, всем здравствуйте, с вами MadAsh. Мы играем Stanley Parable. Что-то там Ultimate Deluxe или как-то. Смотрим новый контент. А я все сижу и думаю насчет Вархаммера. Perhaps this was where the bucket felt most truly at home. Here in the employee lounge. Perhaps it's the only place a bucket can even feel at home. Не знаю, чат. Я бы даже бы на стрим бы красил бы миниатюры, но у меня нет второй вебки для этого. Поэтому можно просто записать видосы, а потом нарезать его и вам просто показать, как я это делал. Как вариант. Ну, еще что-нибудь скажешь? Нет, все? Больше ничего не говорит. В рот ноги твоему Вархаммеру, играй в игрули. Так я даже вот не могу поиграть в игрули. Вот 5 числа выходит игра, а я не смогу в нее поиграть, потому что я ее не могу купить. Что, сюда пойдем? Ну, пойдем. And so the two of them detoured through the maintenance section and walked straight ahead to the opposite door. Oh, good Stanley. I'm glad you found your way here. I knew you'd find this place eventually. You see, your friends and I are concerned for you, Stanley. We've come together here because we care about you very much. It's this bucket you're carrying around everywhere. The bucket isn't Градорму, Град! Победил! It's just sequel content. We're the ones that matter, Stanley. Classic characters from the first game, like the Adventure Line and the Broom Closet. Кентруина, серьезно. Fans want from a sequel. They want Скажите что-нибудь новое уже, а? Not this bucket that they've never seen before. Yes, I know I'm the one who gave you the bucket, but you're spending too much time with it. Don't you want another story involving the Adventure Line? We could make the Adventure Line go somewhere new. Yes, yes, that's what the fans want. Let's do it. Все куплено, да-да-да. Именно так и есть. Бля, на улице прохладно становится. Все новое — это хорошо забытое старое. Тоже верно. Слушай, а тут вообще нет отличий. Что там написано?
Now this is what the Stanley Parable is all about. Don't you remember all those great jokes from the original dialogue? Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. Stanley наркоман и снимает шлюх. Let's do it now, Stanley. Let's give them more content exactly like this. But if we want to do that, you're going to have to give something up. Да, Welcome Hell про эту. Будет что-нибудь еще говорить? И где ее можно купить? И сколько она там стоит? Don't you get it, Stanley? We need to get rid of the bucket. That's why I'm very proud to introduce a brand new character. This А, is подожди, the я здесь Bucket был с ведром. Destroyer. Блин, черт. I think it'll make a wonderful new addition to the rich lore of the Stanley Parable. True, it also was not in the original game, but it's such a well-fleshed-out character with so much personality that to me it already feels as though it's been part of the cast all along. Don't you agree? Хотя мне кажется, проще перезапустить. Can you guess what the Bucket Destroyer does? Surely you don't need me to spell it out for you. Go ahead now, Stanley. Say goodbye to the На bucket. Steam Pay он появился, его не было там. When you're ready. Нет, тут то же самое. Так, ну-ка, сейчас, погодите, дайте я посмотрю. На Steam Pay, на Steam Pay, на Steam Pay. Так, а чего? Наличие закончился, ну. Его нельзя купить. Я же говорю, что его там нету. Так. Ну да. Его нету. Вы читаете хотя бы, что скидываете-то? Так. Wait, Stanley thought to himself. Am I sure that the orders stopped coming in? How is that possible? They never stopped. Surely I was mistaken. Хоба! Зараза. Stanley cradled the bucket in a gentle embrace, protective yet delicate. Блин, я найду тебя, чувак. Compassionate. Он же был там. Нельзя как-нибудь? Нет. Переговорные подсказки, где фигурки. Пойдем посмотрим. Я просто правую сторону уже почти все прошел. Somewhere... Ага. Red и Blue. А что, тут долго надо стоять? Oh, Stanley, can you feel it? The broom closet. It wants the bucket. You can feel that, can't you? The aura of jealousy. It's as clear as day. This broom closet believes it deserves the bucket. I can really feel it now. It's a bucket. It belongs in a broom closet. That's what the broom closet is trying to say here. It's supposed to go with the other cleaning supplies. Так я нашел. Ну там было написано где-то либо в красный, либо в синий. Given the pressure that the broom closet is putting on your shoulders right now, but you have to be strong. This is your bucket. This is your companion and lifelong friend. You can't hand it over. Oh no. We're getting into name-calling now, it seems. Is this how low the broom closet has sunk, that it has to resort to this stream of petty insults simply in order to get you to hand over the bucket?
Stanley, I never liked this broom closet for a variety of reasons, but even this is worse than I had imagined. And wait, now the broom closet has the gall to imply that you and the bucket are not truly deep and lasting friends? That your relationship is purely superficial and convenient? That your life is so banal and meaningless that you'd feel the same sort of kinship towards any inanimate object which happened to lay in your path in an even partially enticing manner? Well, I never. Go on, Stanley. Lay into it. Really tell the broom closet off for its demeaning comments. Expand on the wide variety of experiences you and the bucket have shared together. Go through each of them point by point. Share your journal entries detailing the rich emotional landscape of your feelings for the bucket as they have changed and evolved over the years. Let him have it. Так, а ничего. Но мне кажется, тут нет секретных концовок. Something which I think will help settle this debate once and for all. Here we go. There. Now it's settled. No more debate, no more discussion. Take a hike, broom closet, with all your meandering philosophical diatribes about the nature of cleaning supplies and their relationship to broom closets in the natural order of things. All right, I've got a second sticker На платиру можно купить, только она там стоит 3000 или 400. You see, I feel that it works because the sticker is also a bucket. That way, if you're ever unsure whether the thing you're holding is a bucket or not, you can look down at this sticker and say to yourself, ah, it's a bucket. There really is a wide variety of applications for this sticker. Стоит та же цена. Странно. You know what? Вчера была I could take 3000. the name calling and the dismissal of your kinship with the bucket, but now the broom closet is just giving us the silent treatment. And to be honest, I'm sick of the pettiness on display. You can stay here all you like, but I've had it with this impetuous. Ну-ка, подождите-ка, сейчас, секунду. Платиру. Ну и где тут стоит та же цена? 3600 и 4500. Продано 1. Ну-ка, если так сделать. А, вот. Да, слушай, появились. Продаж 2, продаж 5. А это какая версия? Блин, подожди. А, этот товар закончился. Ну, понятно, у них ключей нету для ру-сегмента. Ну, блин, спасибо Games Workshop, что вы ушли из России. Без негатива, конечно. Давай еще наклейку. Не, все. Не, походу все. Ну ладно. Так. Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Секундочку. Ага, изменилось опять на первоначальную, да? Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Crushed by the weight of this revelation, Stanley may have broken down into an emotional dumpster fire, if not for the soothing presence of the bucket. Успокаивающая тяжесть ведра, чего? Did the bucket's warmth and guiding light pierce the dark clouds of confusion and chaos? It would be with him always. The bucket would.
and he knew it. The two of them were inseparable. At this point, Stanley was so absorbed in the tender spiritual connection he shared with the bucket that he didn't notice the keypad behind the boss's desk. Nor in his bliss of simply being near the bucket did he have any notion that the pin number for the keypad was 2845. Хотя подожди, нет. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless. Вот, да, за 3900 вот. The combination was 2845. Ценник пиздец. Ну, блин, типа в 2-3 раза дороже. 2845. Он будет так же психовать, как без ведра. Ну, подожди. Надо посмотреть же, интересно. But it turns out that the panel's emergency override kicked in, and the door just opened all by itself. And Stanley got the hell along with the story. Well, whoop-de-doo. Вот здесь один был. Человечек. Нам нужно еще карточку найти какую-то. Там вот у нас есть пара дверей, которые от карточки открываются, но у меня их нет. Я хз, где их брать. Блин, вот это похоже на вентиляцию на самом деле. Stanley and the bucket walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Я вот тут не был. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley and the bucket would both meet a violent death. Так я уже вводил один раз диалог. The door behind Я же him был was там. not shut. Stanley and the bucket still had every opportunity to turn around and get back on track. At this point, Stanley and the bucket were knowingly walking forward into a very painful death for each of them. Что за хорроры начались? As the Ой-ой. machine whirred into motion and Stanley and the bucket inched closer to their demise, Stanley reflected on how meaningless the bucket's warmth and comfort had turned out to be. To be sure, it puts the mind and the soul at ease to embrace the bucket, but what use is a sense of ease when you're about to be crushed to death? This is what Stanley thought to himself. Я идиот, спасибо за рейд. Всем привет, ребят. Здорово. Что вы сегодня делали? Что? Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley and the bucket were led helplessly Не, опять into the основа. enormous metal jaws. In a single visceral instant, the bucket's life came to an end. Бегали от чужих? It was А-а-а. crushed violently to death. Я думал, она хотела смотреть сегодня что-то. В общем, да, всем привет, ребят. Всем здравствуйте. Меня MadAsh зовут. Присоединяйтесь к нам. Можете даже фоллоу прожать. Мы тут пытаемся разгадать тайну ведра. The death of such a magnificent bucket. It's true that all buckets are radiant in their own way, but this one stood above the rest. It was a glorious bucket to behold. Ведро. На большую выставку. Ай, блин, как пипец. Так, ладно. Блин, это музей ведра. 25 ведер. Блин, я боюсь их огорчить. Слушайте, они реально, смотрите, короче, у них тут картины, они такие, типа а-ля 3D. Прикольно. Блин, ну тут не 25 ведер. Меня обманывают, мне кажется. Старое ведро, смотрите, какое-то.
Адское ведро. Да ладно. Прикольно. Так, подожди, а что здесь? Это же проекция ведра? Ведро с 2 ручками. Ничего себе. Вот это да! Вот это да! Блин, я хочу себе вот такую картину домой. Реально, куча ведер. Тут могут быть голограммы и 3D ведра. Они не считаются. Ну, кстати, да. Прав. Что это такое? Ведро? Антистресс? Комментарий отсутствует. Чего? О боже. Наскальное ведро. Пещерный рисунок. Слышите? Там что-то кто-то это... No man can own a bucket, and certainly not a bucket as dazzling to behold as this one. It is man who should kneel before the bucket. Мне кажется, если бы я умел прыгать, я бы мог бы куда-нибудь туда уйти, но... Я же руинер. Ну, не руинер, типа, я не знал. Висящее ведро. Бля, очевидно. О, бесконечная дыра, кажется. Неизбежная связь ведра и человечества. Че, погнали. Уи! Алло. Да, блин. Да, ведро. Ведро отличный носитель информации, точно. Let Stanley die. Let him be crushed by the machine. Don't reset the game. За Don't что? give him another opportunity to run off with another beautiful bucket. We can save the world's buckets from their treatment as tools and implements if only we let Stanley die together. The bucket shall take its place as ruler, as leader, as commander of a new world, a new vision. Кажется, я умер. Я в том-то и дело, я не упал. Вот в чем прикол. Так. Someone was following Stanley. He was sure of it. If he checked over his shoulder now, he would surely catch them. It was only a matter of time. За мной кто-то следит. Вись! Ну где ты? Как тебя... Stanley's bucket, the only co-worker he would ever truly need. Короче, компы что-то все, они перестали это делать. Чего, экран почернел? Я умер. Меня же раздавило только что. Да не, реально никого нет. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the Так. door on his left. А куда мы можем пойти-то? А, ну да, знаю, все. This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the Дальше где-то комп. lounge was simply the place Думаешь? to be. А где у нас компы And here были? it was. Had the bucket turned out to be correct? Переговорные были компы, Never нет? mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the meeting room. No, Said the bucket. don't go to the meeting room. Go somewhere Мне else. карточка The нужна. cargo lift, yes. Go there. Хрен знает, где её Go to достать, the правда. cargo lift. Go to the cargo lift. Обязательно. Так, ну тут не залезть. Так, туда нам не надо, туда мы не можем. Туда мы не можем. Там мы были, туда нужна Good, карточка. said the bucket. Now ride the lift all the way to the Ну ладно. top. There's something up there I need you to do. Stanley did not question why or how this bucket was speaking to him. It should have alarmed him, of course, because buckets can't. Я не упал в итоге, я Stanley просто chose дотронулся not до to ведра think и about черный this экран. obvious fact. He was firmly convinced that the bucket had spoken to him, and А потом he меня прессом unthinkingly раздавило. did whatever the bucket asked. Вот и все. In here. said А the чё, bucket. получается, Go Таня into нас this dark кинула room сегодня, over да? here. Stanley once again obeyed blindly.
Таня-то, получается, кидала. Предатель Империума. Эх. Придется как-то ее наказать. Чат, как мы будем Таню наказывать? Давайте. Слушаю ваше предложение. Now pick up the phone, said the bucket. Джедайчик тут как тут. Вот как на мои вопросы отвечать, так он не отвечает. Once upon a time, I gave Stanley a bucket because I thought he was lonely and could use a friend. And then, very distressingly, he began to believe the bucket could Баном? speak to him. Что так жестко-то? Забуськать? Что такое буськать? Что такое забуськать? Тортом в виде Тани. Обжалуем ее? Чем ты будешь ее обжаловать? Что за вопросы? Ты играешь в этот Bloodhunt, нет? Так, о, тут 0 часов. Интересно. Что там? Май. Чего? Вантин, что не понял нифига. Чё Foundation? Вы про игру, которая Foundation? А, вот ты где. Это я, ведро. Нажми P, чтобы взять меня на работу. Нет, не хочу. Ну ладно. The Stanley Parable Reassurance Bucket was merely meant to provide the comforting glow of companionship. It doesn't literally talk and give you orders. Whatever Stanley is hearing the bucket say to him is just in his head. Перепутал. Ну ладно. Так, вон ведро. Ладно, давай. Lately, I've been concerned about him. Wouldn't you be concerned as well? To see him delusional like this, obsessing over an inanimate metal object? I want to say something to Где him, можно but I don't know карточку how I найти? can convince him. I don't know if he'll listen to me. Oh, I'll try anyway. Stanley, can you hear me? Listen to me. It's just a bucket. It can't think, it can't talk. All it will ever truly do for you is effectively transfer a liquid from one location to a different location. That's it. It doesn't do anything else. А смотрите, а здесь нельзя залезть. Вот так вот. You see, he's not listening. He's still taking orders from the bucket. You know, once upon a time it was me he took orders from. Me he trusted and listened to. Now all he cares about is this awful bucket. This stupid hunk of metal. It's sad, but I suppose he doesn't need me anymore. From now on, he's just going to cling to this bucket, this cold, empty bucket. Зачем приходить ночью на работу? Shiny bucket. Вам перебор. Well, I'll give it this. The bucket does have a nice shine to it. Блин, я тоже буду ходить на работу с ведром. Ох, вейт, я же не хожу на работу. Так. У меня идея великая. Сейчас приду, чат, секунду.
Нет, ведро я не надену, оно грязное немножко. Но я сполоснул его хотя бы. Вот. Как бы его так поставить, чтобы вы его видели. Хотя можно его на ручке взять. Теперь у меня есть ведро. Все. Теперь мы играем с ведром. Я прав, да-да-да. Здравствуйте. Вот оно, ведро. Я и ведро. Класс. Так, подожди. Руку мне прижала. Ты же не пахнешь, правда? Вроде нет. Вот, что там. Б. Yes, I suppose on closer inspection that it doesn't quite look like your average hardware store bucket. It's just a little more, what am I trying to say? Крутой чехол для сидений, а это полотенце обычно. Of transporting liquid. Like it would be better at moving an amount of water from one room Ведро to твоя another. жена? Серьезно? Эхо? Ну да, я же в ведро говорю. Эхо в ведре. На самом деле это ведро разговаривает. Я не знаю, куда его поставить. Можно как-нибудь вот так вот сделать. Во! Теперь вы видите ведро и меня. Я теперь не вижу вас. Ужас какой! Так. Oh my God, what am I saying? Better at carrying water from room to room. It's a bucket. It's literally just a bucket. А полотенце, чтобы спина не потела. Это временное решение, пока у меня отопление не отрубит. Oh no. I'm having feelings for the bucket. Почему-то мне стыдно. За что? За ведро? Hear what the bucket has to say. Do anything it asks. What's wrong with me? I don't understand. Perhaps if I had the bucket, this would be less confusing. Yes, the bucket could tell me what to do in this troublesome situation. Так, ведро. Я этим заниматься с ведром не буду. Да, у меня отопление прям пипец. Я сижу под открытой форточкой. Мне, кстати, довольно-таки прохладно становится, знаете, периодически. Но иначе, если я закрою, я просто буду мокрый, как свинка, блин. Морская. Не знаю почему. Stanley, give me the bucket. Give it to me. Give me the bucket, Stanley. I need it. Give it to me now. Give it or I'll... Мне кажется, я водой попал на очки. Или нет? Не осудим. Co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Появись! Зараза. Is Stanley without the bucket really Stanley at all? No, surely Привет, not. Таня. Спустя 3,5 часа она все-таки появилась. Интересно. Only Smile тоже привет. Ой, так. Ну и чё, какие у тебя оправдания? Мы, короче, решили, что мы тебя... кто-то тебя хочет забанить. Кто-то тебя хочет разжаловать из Инквизиции. Чё вы там еще? Торт из тебя сделать. Чё еще хотели? Чат, вспоминайте. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Так, давайте в левую туда. Так а чё, какие оправдания-то? Давай, мы ждем. Почему ты не пришла на стрим? Точнее, пришла, но поздно. What we know. Findings. Агенда. Забуськать. Я не знаю, что это такое. Вот, что-то забуськать. Играла? То есть ты не могла параллельно смотреть мой стрим и играть? Серьезно? О, Red Room, смотрите.
Thank you, good luck. Все, мне в Red Room надо, короче, ребят. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Блин, ну нет его там. Зараза. Он, видать, только один раз появляется. Ну, может быть, он это я? Я не знаю, про что говорит Златокусь, на самом деле, про какого заместителя. It was okay. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. А где карточку найти, чат? Чтобы вот эту дверь открыть. Она же где-то должна лежать, правильно? Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. Кстати, Градорм, если тебя задолбят этих ботов банить, то если тебе нужен будет помощник, ты мне скажи об этом. Мы его назначим. Ну, просто Неберуса нету, Ромикса вообще молчу. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Oh, thank God you are willing to listen to me. Do you see that I really have wanted you to be happy all this time? The problem is all these choices. The two of us always trying to get somewhere that isn't here. Running and running and running, just the way you're doing right now. Don't you see that it's killing us, Stanley? I wanted to stop. We would both be so much happier if we just stopped. And I think I have a solution. Here, let me show you. Так подожди, как можно стать заместителем инквизитора, если нету инквизитора? Где логика? What do we want? What are we looking for? Что-то я не вижу тут этой статуэтки. Но где-то же она должна быть. Yes. Oh, it's beautiful, isn't it? If we just stay right here, right in this moment with this place, Stanley, I think I feel... No, wait. Where are you going? Я ищу статуэточку. Oh, no. Stay away from those stairs. If you hurt yourself, if you die, the game will reset. Блин, мне кажется, это наебало. Please, no, Stanley, let me stay here. Don't take this from me. Please, Stanley, think about what you're doing. Ну, нету ее здесь. Что-то в синюю надо идти тогда. Раз не в красный. Ну, ладно. Ой-ё. Good, good. We can't be too safe. Promise me you won't go back there. Балдеж не инквизитор. Когда она стала инквизитором? Ну и чё? Может, там что-то изменилось? No. What do we talk about? You're risking everything we achieved here. Are you... You are going to stay here, aren't you? Ладно. Подождем. Твою маму. Лестница в небо. Да. Блин, каких грибов он обожрался? Слушайте, я тут
прочитал одну статью, вот слово москаль, например, запрещено на Твиче, ну типа как оскорбление, да, не просто как слово. А если говорят питерец, это тоже оскорбление? Я осуждаю, если что, мне просто интересно. Мне кажется, это бред на самом деле, что там было написано то, там, где я это читал. Ну, довольно бредово. Вот мне просто вот интересно, вот питерец, это, ну, на самом деле это оскорбление. Типа. Во-первых, оскорбление самого себя, потому что человек, который так говорит, не умеет в русский язык. Чего это когда-нибудь закончится вообще, нет? А во-вторых, это реально, ну, плохо. Welcome Hell, видишь, даже Twitch как бы говорит тебе о том, что нельзя это слово писать в чате. Понимаешь? И нет. Слово на букву М и типа тире русский, нет, это ну не так. Москвич, житель Москвы. Нету слова питерец, его не существует. Есть слово петербуржец, а не санкт-петербуржец, просто петербуржец. Не, ну можно, конечно, санкт, но питерец, нету такого слова, его не существует просто в природе. Понимаешь? Вот, пожалуйста, вот вам Лидериана. Прямой пример того, что человек необразованный. Я шучу, если что. Ой. Короче, ничего не происходит. Ну, как бы, слово «Питер» — это типа сокращение. Да никто так не называет. Называют только, блин, люди, у которых маленький словарный запас. Это, знаете, это как называть вот торты и торты, да, вот это вот, или звонит, или звонит, вот из этой серии. Никто не звонит. Представь, привет. Ну, типа, есть правильные слова, да, правильное произношение, есть неправильное. Питерец, ну, это неправильно. Зачем говорить так, как, ну, не нужно говорить? Поэтому есть только петербуржец. Так что как бы слово Питер это просто сокращение. Я тебя не обижаю и не булю, ничего не... Я же сказал, что это шутка. Да под лестницей смотрел. Нету. Кто говорит Питер? Да блин, много кто говорит. Нет, это не ведро разговаривает, это рассказчик. Сейчас в синюю дверь пойдем. Поверь, я за свою жизнь слышал много раз, когда называют жителей Санкт-Петербурга питерцами. И это бесит на самом деле. Ну типа, блин, я не знаю, ну вот живете вы там... Я даже не знаю, что вам привести в пример. Это как, вот не знаю, ты живешь, например, в Хабаровске, и тебя называют быдлом. Где связь вообще? Хабаровское и быдло. Вот так же вот, где связь, типа, жителя Питера? Я же говорил, он есть! Я же говорил! Вы видели? Вы видели? Вот. Так что не надо мне тут. Stanley came to a set of two open doors. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Спасибо, я из Хабаровского края. Ну вот видишь. Тебе же не нравится, когда тебя быдлом называют? Мне бы это не нравилось, например. Не было никого тебя глюны. Так, в жопу идите. Что началось? Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Как сейчас половина рутвича переняло у Джуса этот пиздюков 20-летних. Вот я тоже теперь так буду говорить, что только пиздюки 20-летние называют петербуржцев питерцами. Ну это реально, это необразованность. Это, ну...
What? Really? In the Really? middle of something, do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want Ну, something для меня bad это to happen to оскорбление, you? типа, называть меня I питерцем, don't know how например. to Ну, блин, мне convince you это of this, неприятно, but I реально. really do want to help you, to show you something Я вам серьезно beautiful. говорю, типа, когда меня называют, когда я слышу, что меня называют питерцем, о, вот она! And there it is. The Yes! last Stiggly Wiggly. Savor this moment, Stanley. This is a real accomplishment. О, ленинградец, нормально, про меня можно, да, так говорить, хорошо. Тут я вообще без проблем. У меня в паспорте Ленинград написано, так что... Я ленинградец, да. Я родился в городе Ленинград. But that would be like a reward, and we can't have that. So, instead I'll just say, it's done. We're all done here. And now we can go to whatever the hell Чат, покупать мне миниатюры ваховские или не покупать? Давайте решим этот вопрос раз и навсегда. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Так, подождите. Стоп, а что у нас в синей двери? Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. I still don't think we're communicating properly. Тогда что ты живешь в Питере, а не в Ленинграде? А вот. Не покупай. Точно? Не надо покупать? Заниматься покраской в одно слово пишется, если что, не покраской. Ну да, я бы занимался. Я вот думаю, попробовать или нет. Но чат говорит, что типа не надо. And in the end, it was all for nothing, because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me? Слушайте, ну раньше вообще Петроград был. Nothing so far. Tell you what, let me take a stab in the dark at a new design, and you can give me some feedback. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we Мне кажется, надо каким-то макаром пройти сюда. Take it for a spin. Ну, когда-то я собирал какие-то модели. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your А при чем experience тут with это? this new version. Типа собирал или не Would you say that the собирал? game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. Ну, допустим. Oh, of course. A 3. Really? Maybe next time we can get you to form an actual opinion, you know? Any level of critical thinking or engagement with your surroundings? Does that sound good? Think we can do that? Yes? Wonderful. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. И? Блин, интересно, это онлайн? Ну, типа, как оно есть? И где я? Понятно. Да не, вряд ли. Не, ну с терпением у меня все хорошо. С терпением, с нервами и так далее. Ну, допустим, ладно. Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. In this game, the baby crawls left towards danger. Блин. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game, all about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience.
Уберите детей от экранов. You heartless bastard. Did you do it because you hate babies or purely to spite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out. I'm out. I'm done. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so Какого awful, черта? why don't we play someone else's game? Ты чего? Это шок-контент. Нельзя такое показывать. Ты еще маленький, чтобы такое видеть. Yes, this seems like it'll work. Let's give it a shot. Итак. Aha, fascinating. О! What do you think this game is about, Stanley? Я знаю, что это за игра. What is our motivation? Well, it Я seems маленький, ну, obvious конечно, to ты me that маленький. you are meant to play as a creepy А что, не man, маленький? spying on innocent civilians below you from up high in your creep tower, perhaps for some sort of twisted erotic purpose. Yes, that must be it. What a fascinating venture into the experience of total mental depravity. Нет, почему? Там в штатном комплекте там все есть для того, чтобы покрасить нормально. Ну, типа для первого раза. Let's venture outward and see what else is out there. Как называется? Это Firewatch. В играх и не такие ужасы узнавал. В плохие игры играешь. В первой части тут был Майнкрафт, а не Firewatch. Да? Серьезно? Прикольно. А это один тот же создатель? Firewatch и Stanley Parable? Oh no. No, it can't be. Чё? Чё нет-то? Чё нет, когда да? It is. It's an open world game. Good God, quickly block it off. Oh. Stanley, what a close call. You nearly wandered off into that Чё, Трамп, что ли? big open, just wandering around, no right or wrong directions, no path to follow. You can just go in any. Oh, thank heavens we avoided Я it. поиграю, игра хорошая. Okay, Если сможешь купить ее, конечно. Let's find another game. Preferably something with Нет, не забирай меня из этой прекрасной игры. Big, insurmountable walls. Okay, I think this will be just the thing. Wonderful. Rocket League, серьезно. Just a nice big box for you to run around in. There isn't any possibility that you could get lost here. Now this is game design. Stanley, if you manage to get lost in this game, I will be phenomenally impressed. А тут вроде был портал. Ну, видишь, времена меняются. There are lots of cars here in the back, but obviously there's no racetrack. Okay, I'm seeing that there's a ball of some kind back here. Is this game sports ball? Stanley, I think it's sports ball. Oh, what Где мяч-то? fun. We shall run the bases and do a touchdown together? Yes, I think surely we must. Okay, Stanley, here's the ball. Have fun. Куда забивать? Нет! Я хотя бы теперь быстрее двигаюсь. Are you doing it? Are you winning? Is this fun? Is it better than my miserable little story that I worked so hard on? Stanley, I have a thought. And I realize I'm not a sportsologist, but if one ball generates a certain amount of Серьезная игра? pleasure, then surely Он туда не может протолкнуть его, что ли? makes for an even more euphoric sports experience. Что? I'm going to try it out. Here comes another ball. Yes. Oh goodness, that really does feel amazing, doesn't it? Stanley, I'm like a child in a confectionery shop. I simply have to have more. I'm insatiable. Подожди, а красненький забивать надо в синенький, да? А чё они все... Сука! Беленький есть его. А, он посинел. Are you enjoying this, Stanley?
Are you having fun? Нет, мне не Is this a real весело. video game? Well, I sure hope you're having a good time. Это он просто Guess меняет what? цвет, смотря на какой That's right. находится Your little fun comes части to an поля. end. This is my game, and what I say goes. You get to have fun when I let you, Stanley. Besides, you need someone like me to set boundaries for you. Without rules or boundaries, video games are nothing. Yes, that's what I am. I'm structure. I'm your sense of purpose. And since you decided you didn't want to play my game, now I don't want to play with you either. So, goodbye, Stanley. I'm leaving. See how you like it when I'm not around to set Короче, the пока вы rules. меня что-то не убедили Somehow, насчет I не don't think покупки you'll enjoy it as миниатюр. much, but who knows? You're an inventive kid. You'll come up with something. After all, you're the one who knows best. Take care, Stanley. А по поводу, кстати, поиграть, типа, в Warhammer, можно в этом, в тейблтопе можно же играть в него. Но я никогда не играл. Да я, на самом деле, не очень-то планирую в настолку играть. Так, а чё? Чё, кого? Я, блин, прослушал. Так, вот, разогнались. Это же выход, правда? Нет, это не выход. Так, а если я себя забью? Тебя бросили. Да. Киданули. Ну ладно, пойдем самоубиваться тогда. Что делать-то еще? Делать больше нечего. Hold on. What are you doing? Твою мать. Stanley, don't do that. I can't follow you there. I can't help you. How will you write a story without me? You can't do it. You know that. Stanley, come back. Rocket League, да, неплохая игра. Ой. Твою мать. Так, блин, при чем тут нормальный инструмент? Там всего 3 фигурки, все краски есть, кисточка есть, кусачки, блин, в любом доме есть кусачки. Ладно, не в любом, почти в любом, но у меня они есть. Типа, грунтовку купить, баллон, это вообще не проблема. Оружие? Интересно. Вот. При том, что я хочу не в синий, например, красить в красный. То есть мне нужен еще один флакон с красной краской. Там очень круто получается, на самом деле. Даже на ютубе есть этот гайд, как красить. Говорит, там не нужно миллион кисточек, при том, что у меня есть кисточки какие-то. Просто нет, никто не говорит, например, из вас, что типа, да, покупай. Да, на ютубе я уже много всяких гайдов посмотрел. Блин, короче, нет, на самом деле, фишка-то прикольно. Но это там реально нужно времени дофига убивать. Вон, Джус сколько? Часов? Вчера где-то часов 9 красил, и сегодня еще часов 5 как минимум. По цене, что 3000 пак, ну, paint set, вот этот вот, то есть это краски, кисточка и миниатюры, и 300 рублей баллон грунтовки. Ну, это как минимум, типа, купить. Можно, ну, типа, я бы купил бы себе еще этот держатель, ну, в который вставляется фигурка, чтобы там, никуда не крепить, чтобы можно было удобно крутить его, вертеть. Вот, но типа нафиг он нужен пока. Типа для первых там 3 фигурок он нафиг не упал. О. Stanley, I'm sorry, but I have to put a pause. Блин. It's those figurines. Да, 3 фигурки там. I haven't stopped thinking about them since you nabbed every last one. Wasn't it just the most intrinsically fulfilling moment of your entire life?
Didn't it fill you to the brim with inner richness? Я бы даже в Китае бы Yes, заказал, I но know что-то we're неохота supposed to мне be ждать, telling a пока он там story, приедет. But won't you please indulge me with one more trip back to the memory zone? I О, would love nothing more than to revisit the figurines. Just one more я бы time. хотел взглянуть на фигурки здесь еще разок. Я не знаю, наверное, я все-таки, да, я, наверное, куплю. Да, блин, для первого раза не нужны. Зачем там эти разные кисточки? Там фигурки, ребят, они вот такие вот. Там не нужно там супер каких-то этих супер дофига разных как их, кисточек. Там одной хватит тебе, чтобы понять, хочешь ты этим заниматься дальше. Если ты вот покрасил эти 3 фигурки, тебе зашло, ты уже тогда покупаешь там и держатель, и кучу красок, которые каждый флакончик там от 400 до 700 рублей за там сколько, 24 миллилитра. Покупаешь там и все остальное покупаешь для него и так далее. Back then, we had no idea of how many of them we'd find. Sure, it said 6 right there on the screen, but how could we know for certain? We were so innocent. We'll never be like that again, Stanley. 7,6. Покупай. Так. Кстати, подождите, а у нас третий-то пак... он сейчас, кстати, закончится уже, да? Кейс, я имею в виду. Разыграется. And here was a second Stanlerine. You found this one all on your own, just by poking around in the boss's bathroom. Не, краска за это фирмы Цитадель, еще вторая какая там фирма есть, не помню, как называется. No faith in you to find any of them, let alone 6. But you continue to surprise me in all sorts of mundane, unremarkable ways. Okay, let's do a little quiz. Which of these rooms was the room you found your third mini Stan? Can you remember? Нет, сюда. No. Under the stairs was the 4th place you found a Figanley, not the 3rd. Well, I guess perhaps I shouldn't be surprised. Memories like these are so precious and so cherished that they all just sort of blend together, don't they? You know what? If Under the Stairs feels like the 3rd place you found a collectible, then who am I to go making judgments? Let's see, what came next? Oh yes, we found a Figley in this pink room. Вообще-то нет. I can't actually say I remember being in this room, but it's here in the memory zone, so it must have happened. Смотрите, кстати, я без ведра, но новый контент при этом, да? Забавно. Как это работает. Ага. This was the 5th mini Stan, and this one was really something special. It was in the warehouse. I remember it so clearly. In fact, because this one is particularly special to me, I made a little video to commemorate the occasion. Enjoy. Ролик? А что статуэтки нашел? Ну понятно. Черт. It's Minister 5. Блин, ролик прямо из, не знаю, там, 2000-х. Никс 1180 победил у нас. Не знаю, кто это, но... А там сколько было? Это на сотку, да? Блин. Самый жирный пак забрал чужой человек. Ну, возможно, в будущем он станет не чужим, конечно. Хотя я сомневаюсь. Скорее всего, бот. Никс, ты бот или не бот?
Слушайте, ну сегодня и так 2 пака ушло. Ну, ушло своим, так This что... memory is the most distinct and clear in my mind, perhaps because it was the one that happened more recently than all the others. Who can truly say how the mind works? All I know is that this is the moment where you picked up a Figley and I thought to myself, yes, that's all of them. They're all collected. It was a moment unlike any other. Except for the other moments picking up figurines, which it was exactly like. Прикольная покраска, кстати. And then there was no more. Because we've caught up to the present moment. Nothing left to do but move onward into the future. Goodbye, memory zone. Да сколько тут этих фигурок, не знаю. No, I'm not done. I'm not ready to move on. В смысле? Stop the loading screen. Isn't there some way we can stay here, keep enjoying these figurines? Let's just go backwards. We'll do the memory zone again from the opposite direction. See how that feels. А что за говно? Okay, yes, the room with the red and blue doors. I remember this. I must say, of all the figurines we looked at in our initial tour of the memory zone, this one is the most distinct and clear in my mind. Let's keep going, I want more. Серьезно? Я сейчас должен просто назад пройти? Кого? And here's where I made that Блин, video. реально. Don't you remember the video we watched? А если здесь упасть? Да ну... Yes, I love that video. Сука. Блин, какая дичь вообще происходит. Что такое? Откуда взялась вот эта комната? Still don't remember the pink room, Stanley. Still no memory of this one. Good room, though. A solid room. Так. These really were a treat to hunt down. You know, if there had been any kind of reward for finding all of these, it really would have muted the intrinsic joy of collecting them. I'm very Уже glad 16. you resisted the temptation. Next one. А, вот, теперь надо пойти, наверное, в другую сторону, да? Блин, это будет идеальный вообще план. Ага. Ну, конечно, да. Мечтай. Эх. А так хотелось его обмануть. Ну ладно, идем в толчок. This was our second Figley. Don't you remember? Yes, I remember it too. The past is truly a wonderful thing. Why does anyone ever choose to leave it? Keep going. This is it. The very first one we found in the exhibit where I introduced you to the figurines. Oh, I want more memories, Stanley. I want to keep going. What else is there? What came before this? А мне вообще надо в самое начало уйти. Кого? What the fuck? Ой, а где все? Да, обратно вообще иду. Look, it's the terrible new Верните content мне! that we were originally sold on. I remember hating it back then, but time does put a rosy filter on everything. Верните прыжки, пожалуйста. I'm actually quite fond of it now. Look how much fun the past is. I want more memories. Ну, пожалуйста. Бля, куда ведет провод? Чё? В никуда? Он просто ведет в стену? Ну, твою мать. Ну ладно. Вообще должно было вернуться все на круги своя, но что-то пошло не так. Oh yes, the two doors. Who could have forgotten that? A classic memory, this one. В какую пойдем, чат? В правую или в левую? Куда идем? Направо? Налево?
Посередине? Чё? Давайте сейчас, в какую идем? Ну. В левую? Все-таки в левую. Блин. Почему вы так любите налево ходить? А, там начало игры. Ебалово. And before everything else, there was your office. Голова кружится, Is бедняга. there anything else? Was there something that came before your office? There's something I feel I can remember. I can remember. Yes, I'm remembering something now. Так. I remember before this whole story got started. Back then I was different. I used to make big decisions. I was passionate. I was skeptical. I weighed each decision with profound thoughtfulness. And then somewhere along the way, I stopped making decisions. I became lazy. And I came up with a character named Stanley to do my thinking for me. He would make the decisions. He would decide which way to go. I would cheer him on as he collected figurines for no reason. Why did I invent Stanley? Was I lonely? Yes, perhaps that's it. Perhaps I needed to imagine I had companionship. And Stanley really did make for a wonderful companion, even if he was a fiction. But, Нет, я не прошел DLC. I want to think for myself again. Миллион концовок, всяких разных. Yes, I can be on my own. Да тут нереально пройти I все. can do it. I'll be stronger this time. I'll take care of myself. О, хай, Марк. I don't need Stanley anymore. Oh, but he truly was so much fun to play with. You know what? Since we're in the memory zone, how about one more good memory? Let's go back just once and give Stanley. Кстати, в воспоминаниях не было ведра. And then I'll retire him for good. I did enjoy telling his story so very much. Okay, here we go. This is the story of a man named Stanley. Зараза. Just a step through this door, Stanley thought to himself, that's all I need. If I can make it through this door, I can make it through them all. Что-то No изменилось, matter how по-моему. hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Хова! Зараза. As Stanley lifted his bucket, he felt a connection to all buckets. Связь со всеми ведрами мира. This adventure, he decided, was for all of them. Нет, Welcome Hell, не прошел я DLC. И основную игру я не прошел. Потому что тут миллиард всяких моментов. Да. Но я сегодня запустил игру, чтобы стрим настроить, и потом, собственно, с вами уже заходил в нее. This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the Блин, там куча employee включенных was компов, simply the place to be. которые я не могу And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Was this better than the meeting room? Yes, Stanley thought to himself. Чуть Yes, кровавый perhaps it отпечаток. truly was. С кого-то How убили, мне кажется. insightful the bucket turned out to be. Сделай это еще No, раз. Never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the meeting room. And so the two of them detoured through the maintenance section что там and walked будет? straight ahead to the opposite door. А, часы надо, да, там еще раз будет поставить? Ну, можно сейчас, подожди. Still no one was here. Stanley needed the bucket's warmth and comfort now more than ever. Perhaps his boss's office was where he'd find answers. Stanley, we must move on from this broom closet. У меня кончились simply because наклейки. I have no remaining Не только stickers. часы. If I did, you Ну давай. Выйти в меню. Как раз, да, сейчас будем уже заканчивать на самом деле. Потому что народ потихоньку засыпает уже. Завтра выходной у всех. Так что... Да, ребят, не забывайте фоллоу нажимать и вступайте в наши социальные ресурсы, собственно. Что вы... И, конечно, вступайте... Куда? Вступайте... Подожди, а что это за кнопка? А, точно, вот. Так.
Работает еще, ничего себе, клево. Все, я уже забыл, что у меня тут за кнопки. Так, сейчас у нас 12:15 АМ. Ваше любимое время. Ну да. Или вы не смогли удержаться и снова выставили правильно. Я и знаю, как вам нравится выставлять точное время. Теперь мне интересно, точно ли сейчас 12:15? Тут нужен еще один ползунок. Вы знаете, неважно, сколько точно вы выставляете часы, мне просто нравится выбирать настройки. Я больше узнаю о вас и о том, какие настройки вы предпочитаете. Приятно собирать данные. Вот бы нам еще ползунков, но кажется, у меня все кончились. Может быть, я придумаю новые ползунки, чтобы больше о вас узнать. Дело плевое, сейчас накидаю пару новинок. К следующему запуску игры должно быть готово. Серьезно? Я понял, что надо еще раз перезапустить игру, да. Это уже логично. Так, сейчас. Угу. Перетащите ползунок, пока компьютер не будет едва виден. Тащите ползунок, пока кошка с собакой не подружатся. Твою мать. Тащите ползунок, пока цифра 5 не станет цифрой 9. Так, именно цифрой... А какой? Тут 2. Давайте такой, ладно. Тащите ползунок, пока меню не поменяется. Что? Ну, допустим. Какое из двух этих выбранных слов нравится вам больше? Акубинка или скрумтуш? Что? Блин, ну можно вот так оставить. Не перетаскивайте ползунок, да без проблем. Вы знаете, сколько сейчас времени? Да. Сейчас действительно столько времени? Да. Что такое время? Нет. Вы скрываете от меня какой-то факт про себя? Конечно. Конечно. Помогите. Да. Идете ко мне повидаться, да? Обязательно. Все? Так, ну-ка еще раз. Сейчас. Да иди ты со своим Steam Cloud, сука, как ты меня заебал. Так. Сколько времени? Кто-нибудь это знает точно? Разумеется, нет. Никто ничего не знает. Да мы с вами друг друга... Даже мы с вами друг друга не знаем. Мы как незнакомцы. Да, конечно, мы настроили игру под ваши требования, но кто делает по-другому? Это просто моя работа. А теперь она окончена. Вся информация собрана. 0 вас больше... о вас больше нечего узнать. И все равно я вас не знаю. А вы не знаете меня. И мы не знаем, сколько сейчас времени. Видимо, некоторые настройки не настроить. Но если честно, часы все равно ничего не делают. При следующем запуске игры меня здесь не будет. Но это ничего. Видеоигры были созданы для одиночек. О, как это мило. Ну, в смысле, плохо, на самом деле, да. Вам ведь нравится одиночество? Ну, возможно, это единственная важная информация о вас. Что ж, мне пора идти. Есть еще одна настройка, которую нужно изменить. Но
Но мне нужно время, чтобы подготовиться. Да ёпта! Это не совсем в моем описании работы, но это нормально. Возможно, вы увидите меня снова, если... если вы можете найти меня. Поговорите в ближайшее время. Эпилог? Stanley Parable 2, кстати. Подожди, а что за эпилог? Этого раньше не было, по-моему. Много-много лет спустя. Так. С возвращением. Блять, всю жизнь мечтал. Ладно. Гребаный Татуин. Ненавижу. Одно солнце, кстати. Блин, одно, ну ладно. С возвращением-то мне там достижения дали, если что. У меня есть осиновый кол, бревно и костер. Пописать можно? Кажется, я себя сжег только что. Оу май! Блин, это реально арахис какой-то уже. Арахис! Долбаная дюна. Spice must flow. Блин, если бы тут где-нибудь было это написано сейчас на песке, я бы вообще охерел бы. Была бы очень крутая отсылка. Так, смотрите-ка. Черт. Да. Куда же меня это приведет, интересно? А чё рассказчик ничего не говорит? Cookies блок. Рассказчик мертв, ты думаешь? Джим. Джим. А если я все нажму, что будет? Я нашел ее. Что это? Смотрите, это, наверное, создатели игры. Можно подобрать? Так, погодите-ка. А тут что? А. Ничего нового. О, человечки. 19-20, лол. Что? 26. Интересно, сколько надо собрать всего? Что там? Thank you for enjoying the new content. Да, о, все.
Это как раз эпилог. Ну, типа, можно вернуться в игру. Привет еще раз. Рад вас видеть. Как я тебя рад видеть. Ну, как грустно узнать, что больше не будет игр по Stanley Parable. Вы читали, что сказали разработчики? Сохранить целостность франшизы? Какая чушь. В Stanley Parable не священная корова, ее не надо беречь. К черту целостность, давайте делать игры по Stanley Parable, пока солнце не взорвется. Загоним франшизу в могилу, а потом воскресим. Что люди подумают? А разве это важно? Это была главная проблема рассказчика. Ему было так важно, что подумают о его творениях. Не повторяйте его ошибку. Не цепляйтесь за старое, пусть все горит. Это несложно, давайте я покажу. Мы вместе сделаем Stanley Parable 3. Это просто, нужно только поменять номер на заставке. И еще какой-нибудь тупой подзаголовок, громкий и безвкусный. Попробуйте сделать из этого набора слов классное название для нашей игры. Громадный, окончательный, запрещенный, часть 5. Берегитесь рядом. В бой идет младенец. Блин, в бой идет младенец, по-моему, топ вообще просто. Ой. Блин, да, я хочу так. В бой идет младенец. Полная чепуха, и это круто. С каждым запуском игры мы будем повышать номер сиквела на 1 и добавлять новый подзаголовок. Блин, а прикиньте, короче, они потом, знаете, как сделать? Типа, будет реально там 3-я часть с подзаголовком, там, они статистику просто возьмут, как, ну, чего больше выбрали. Вот жесть будет. И тогда Stanley Parable не закончится. И в игре при этом вообще ничего не изменится. Над новыми материалами надо работать, кому это нужно. Материалы будут все те же, снова и снова, просто с новой заставкой. Что скажете, как вам такой план? Мне нравится. Ну и ваше мнение интересно. План хороший. Отлично договорились, новый сиквел с каждым новым запуском. И знаете, раз уж вы поверили в мою идею, я хочу и вас кое-чем поощрить. Вижу, рассказчик так и не придумал, как выдать вам сломанное достижение, так? Ну, конечно, разумеется, он не справился. И меня это тяготит. Но мы это исправим. Вот, пожалуйста, теперь машина с достижениями работает. Видите, мы на одной стороне. Мы команда. Мы капитаны этого корабля. Stanley Parable не закончится. Она будет вечно идти по спирали. А я за этим прослежу. Я готов. Вы готовы? Отлично, у нас осталось всего одно дело. Видите текущее время, ну подожди. Так. Да. Перетащите ползунок. Короче. Хорошо. Спасибо, хорошей игры, Stanley Parable. Блин, реально в бой идет младенец. А теперь выходим. Сейчас, погодите. И что, у Ubisoft это подглядели? Не знаю. А где у Ubisoft такое было? Не помню, не помню. Так. Дэйви Вриден. Твою мать, реально омерзительный вторник. Давайте сейчас. Вот, самый лучший вторник. Нет, самый лучший выходной. Тот самый выходной, во. Типа Стэнли на выходном будет. Кайф. Блин, еще картинка поменялась, жесть. Ну что, давайте попробуем зайти. Что там будет у нас? Чисто ради эксперимента. Да. Мы в курсе. Так. Я не могу прыгать до сих пор. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo.
Блин, а где у нас была эта машина для достижений? Как туда попасть к ней? А мы сейчас сможем к машине для достижений попасть или нет? Чат. Я тоже не помню. Туда, по-моему, можно было... Машина для достижений была в музее. А как в музей попасть? Как попасть в музей, чат? Мы же через дверь там проходили. А, во, новый контент. Слушай. What new mysteries lay in store for our bucket-loving heroes today? Let's find out. Oh, new content? По-моему, в новом музее. Да хер его знает, где это было вообще. Ай. Извините. Hello, and thank you for playing the Stanley Parable Ultra Deluxe. Блин, я есть хочу на самом деле, не ел толком. Перед стримом только перекусил чуть-чуть. After receiving critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with the Stanley Parable Ultra Deluxe, a reimagining of the game for consoles and home computers. Привет ребятам, кто присоединяется, всем здравствуйте. The Stanley Parable Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting audiences the world over. Please, step inside and see what thrilling new adventures await in the Stanley Parable Ultra Deluxe. Oh, well, this sounds delightful. I'm very excited to see the thrilling new. Что сегодня на поздний ужин? Ой, я не знаю, у меня еды-то я... Ну, я типа, я успел закупиться перед стримом едой. Не знаю, я, наверное, буду картошку с яйцом, наверное, и сосисками. У меня еще литр пива остался с пятницы, надо его допить. Ну, разливного. Я уже вам сегодня рассказывал историю про пиво, поэтому у меня теперь особое отношение к пиву, к херовому, во всяком случае. А, прикиньте, ходил тут, вот не в эту пятницу, а в ту пятницу, ну, в прошлую, в бар, короче. Знаете, сколько 0,5 Гиннесса там стоил? 810 рублей. Я охренел просто. Да, только прыгать, блять, нельзя. Ну, я уверен, что я кучу контента потерял из-за этого. А как обнулить игру, никто не знает. И можно ли тут это сделать? The infinite hole, the giant door, did you see them already? Stanley, none of them are ready yet. I'm still developing them. They're not even close to finished. How did they look when you saw them? Were they captivating? Were they exciting? Did they fulfill on the promise of everything that a sequel to Stanley Parable could possibly be? Had I figured out how the hell to make a sequel to this game? Это за 0,5. Блин, он теперь говорит, что он... Wait, if you're still carrying the bucket around with you, if the bucket is interesting to you, that means... Так а что сюда... наверное, сюда надо было без ведра. You carrying the bucket with you everywhere is exactly what I set out to accomplish. The bucket is the exciting and captivating new content that I promised. I did it! I win! I made a sequel to the Stanley Parable. Yes, the sign is correct. Thank you for enjoying the new content. Thank you for taking the bucket everywhere with you, clinging tightly to the bucket, never letting it go. It means I've won. It means I'm Так, ребят, приходите, кстати, да, завтра. Я не знаю, кстати, во сколько стрим начнется, следите за анонсами в Дискорде. Завтра Макса Пейна начнем, продолжим. Я думаю, может завтра пораньше начать, завтра же его и пройти, чтобы послезавтра пойти, например, в Blood Hunt какой-нибудь. Все, ты закончил? А, да? Ой, пошел ты в жопу, а. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo.
Блять. Или так и должно быть? А, там экспо было написано. Кега 30 литров, 14800. Нахрена мне кега 14 литров? Ой, 30 литров, господи. Что, ему упиться, что ли? You see, Stanley, I've been reflecting on the Stanley parable and about how roundly disappointing this ultra deluxe version has turned out to be. The original Stanley parable was a landmark, and any new content for it should live up to that legacy. So forget this ultra deluxe nonsense. I say we take it one step even further. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever the Stanley Parable 2. Вот. Yes, you see, isn't this far superior to a measly re-release with a few minor additions? Think of all the new territory we'll cover with a fully fledged sequel. Я надеюсь, эта штука будет работать. Built from the ground up. Why, there are so many possibilities. It could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for. Now, to be clear, Блин, надо закрывать форчу, короче, у меня, походу, начинает потихоньку горло болеть. But let's take a look at some of the features I've been developing for it. I figure that if I can loosely organize a handful of interesting Ну, блин, так это кега. Ты не забывай, что в барах как бы еще наценку делают. Понимаешь? Так, name понятно, это понятно. Можно, кстати, еще одну взять. Давайте, вы хотели там, чтобы я в настройках полазил. А что там в настройках надо делать? Потом нам вон туда вот надо будет. Мы все Стэнли, ну конечно. Нет, мы все ведра. Чемпион по настройкам. Так, настройки. И что тут надо сделать? Кстати, не вибрировали они. Они вообще выключены, лол. Так. И что, я так долго должен это делать-то, не? Ой. Удалить сохраненные данные. Вон там просто кнопка есть, оказывается. Так, я сейчас тут довыеживаюсь с этими настройками. Так все в настройках тыкать, что прям вообще каждую, что ли? Я же ебанусь сейчас. Что это за подписи? This is the store. Да-да-да. Бля, а что тут? И это тоже надо потыкать? А! Ну не работает. Я хз. Times New Roman. Вопрос почему? Не знаю. Ты в третьей вкладке одну настройку не трогал. Какую? В третьей вкладке одну настройку. Какую настройку?
Все, блин, ничего тут нету. Что? Что я не тыкал-то? А есть какой-то прогресс достижения, нет? Ну, я не знаю, что тут еще тыкнуть. Водичка. Ну, нет водички, блин. Нету нифига, все кончилось. Ну, я не знаю, чат. Я твои мысли читаю, да вот еще баловаться. Короче, я хз. Ну и пфе. Ты чё? Что началось? Now here's something special. You remember that broken Где тут эти субтитры, пожалуйста? test achievement that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the achievement. Yes. You see, you'll come to this lever, and when you pull it, the Тестовое достижение не трогать. Тихо! What? Wait. What in the holy hell is going on? You got the achievement? Да. Why did the machine work? Stanley, I didn't fix it. I didn't do anything to it. I swear, it was broken just a second ago. Who fixed it? Вот Is someone here? развлекаюсь. Are we being watched? Oh, God. Composure, composure. Yes, as you can see, the machine is working as normal, as I intended. It truly speaks to the awe-inspiring magic of the Stanley Parable 2. Breathe. Just breathe. Все? Мне кажется, это достижение как-то не так делается, короче. Ну, пойдем я еще раз протыкаю, но мне кажется, это фигня какая-то. Вот прям пойду по всем пунктам. Я, скорее всего, я, скорее всего, в первой вкладке что-то не сделал, мне кажется. И что, реально надо там менять каждую букву, вот это все, да? Говно. Настройки. Общее. Так, погнали. Поле зрения. Поменяли. Так. Это. Поменяли. Это. Поменяли. 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 Внешний вид. Русский. Так. Средний. 80. Так. А вот это надо нажимать? Ну, наверное, нет. Я к Бесхрилу, когда на стрим зашел, он как раз в настройках сидел и сказал, что ачивка пришла. Не знаю. Как видишь, что-то не работает. Так, видео. Управление. VSAD Space E Left Control. Сбросить привязки. Ну что еще? Ну, я все протыкал. Какую не тронул? Да что я не тронул-то? Объясните мне, что я не тронул? Кого? Где я что не тронул? Кого? Попробовать клавишу поменять? Да сомневаюсь, а что-то. Вперед. Влево.
Нет. Вот вы говорите, опять одну не тронул. Что я не тронул? Вам не написать, что ли? Вы серьезно, чат? В самой первой вкладке, когда дополнительные настройки были, про подписи что-то не тыкнул, убежал наверх. Да все я там тыкнул. Вот здесь? Что я тут не тыкнул? Что? Что не тыкнул? Бежал наверх, говорят. Хоть бы одной рукой. Что я не тыкнул? Все тыкнул. Все прям вот, прям вообще все тыкнул. Еще раз. Сбросить настройки тоже нажимал уже. This is the story. This is the story. Даже это не помогло. Так, прикольно. Чего не сохранились-то, Алло. Прыжок, space, действие, это. Блин, если я нажму удалить прогресс, это вообще все удалит. Ну окей, ладно, давайте попробуем. Хотя все равно, всё. Удалить... это удалить все прохождение, сбросив все начисто. Весь прогресс будет утерян. А подожди. Так я типа тыкнул, ну. А, что? Что это было? Что это было? Погоди. Не, я понял. Это типа перевод, короче, да, теперь? Он везде так будет? Ой, что? Фу, блядь. Я тупой, извините. Тут что назад не идет? Что это? Okay, I'll be honest, I haven't yet decided on this one. I think that in the new version, the office could use a bit of decoration, like balloons. But I'm undecided on get well someday and happy. Короче, не знаю, чат не работает. You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually А теперь ты белые, да, сделал? Красавец. It is. Or actually, maybe I should have gone with... No, I've made my decision, we're moving on. Печаль. Здесь я ходил. Свежий, с пылу с жару. Это типа, блин, прикольно, тут, оказывается, перевод есть. Я не знал. You know what? Let's bring the jump circle back for Stanley Parable 2 as well. It's a... Oh, wait. You already spent all your jumps. Да я знаю, что я все потратил. Ну, что ты на больное давишь? Блин, рассказчик, скажи мне, как мне вот это сделать, а? Блин. Ну что я не потыкал? Я не хочу обнулять. Хотя какая разница, все равно эту игру никогда больше не запущу. Тебе подсказать, только там надо читать. В смысле подсказать, если надо читать? Вы мне скажите, что я не тыкнул. В чем проблема-то? Подписи цвета, показать предупреждение. Добавлять предупреждение о возможности пропустить эпизоды, связанные... Твою мать. Что ты там наскидывал? Хренотни опять.
М. Так, единственный способ открыть дверь, зайти в настройки и вручную настроить каждый ползунок в меню. На все возможные так надо. Ебать. Подожди. Ой, блин, духота. Духота. Блин, это реально жесть какая-то. А я зажать не могу, да, получается? Мне надо именно дрочить сидеть. Ну ладно. Так. Мастурбация. Бедная кнопочка вправо. Если держать, то ползунок будет проскакивать. Он, возможно, уже где-нибудь проскочил. Я даже не удивлюсь, что это так. Так, аудио. Ой, бля. Так, давайте сначала вот это протыкаем, все. Чтобы не орало нам. Ну, ё-моё. Мяу. Чатик, как у вас дела? А что, чем вы будете, хотел сказать, завтракать? Не завтракать, а это как его? Ужинать. Или вы после 6 не едите? Хотя, возможно, у вас еще нет 6. Uninstall game будет скоро, буквально через полчаса, я думаю. 200. Дураки на месте. Спать ты будешь? Фу. Горячий чай. О, неплохо. Горячий чай это хорошо. Блин, я бы сейчас кофейку бы попил, но мне лень его варить. Хотя это дело 5 секунд, но неважно. Мне все равно лень. И Ой, простите. Контент! Контент, ребята! Все, ура! Мы это сделали. И ничего не сработало. А, подожди, наверное, вот так надо еще каждую сделать, да? Бля. Издевательство. Сука! Непрозрачность фона, субтитров и прозрачность фона метки. А, подожди, да, теперь надо же вот это все еще протыкать, да? Во, чемпион мира по настройкам, да неужели, блин? Сука, она не открывается? Вы гоните, что ли? Да где эта кнопка? Great job, you did it. Aha!
I can see you've gotten the Settings World Champion achievement. Well done. You've experienced every setting, traveled to all corners of the settings menu. There's nothing you haven't seen. So, just for you, Вот эта in the чашка. Stanley Parable 2, I'm including an entirely new setting, something called bumpscosity. What exactly is bumpscosity? Well, I haven't quite figured that part out yet, but I just know that you'll be able to adjust it on some sort of slider, and that it'll be available from the settings menu. We'll sort the rest of the details out later. I hope you're looking forward to trying out every level of bumpscosity in the Stanley Parable 2. Уровни пупыркости. Блин, пупырка эта тема вообще. Вот. Короче, чат, я что-то для себя решил. Я, наверное, завтра закажу себе миниатюры ваховские. Мы можем сделать... Блин, точно, я сделаю опрос в Дискорде. Что там? Throw a reminder. You've been streaming for 5 hours. Don't forget to stretch out and get some food. Oh, thank you very much. Я, кстати, пошел жрать. Вот. Даже Трова говорит мне, что пора. Зайди в настройки. Да ты гонишь. Что? Зачем? Блин, я должен был это в игре, да, сделать? Мне кажется, я соседей своим криком разбудил. Там была пупыркость. Я хочу пупыркость. Где? Где пупырка? Да ёб твою мать, ты чё? Да где? Какая пупыркость? Пупыркость такая. А чё? Подожди. В чем прикол-то? Изменять уровень пупыркости, и чё? All of his co-workers were gone. What could it А mean? что это за Stanley пупыркость? decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. А что это за уровень пупыркости? Подожди. Просто так? Но она же не делает пупырок. Так, не, ну он сам не знает. Я думал, что это будет пупырк, типа, не знает. Просто... Ой, ну и в жопу тебя рассказчик. Ладно, отстань от меня. Животное. Я больше не буду заходить в эту игру, хватит. Она только один раз на диалог повлияла и бескрыла. Пупыркость? Блин, ну ладно. Повлияла и повлияла, и все. Вот, ладно, ребятки. Я на сегодня буду заканчивать. Очень было приятно вас всех видеть. Надеюсь, вам тоже было приятно со мной, в принципе, находиться в одном помещении, так сказать. Хо-хо. Приходите завтра. Возможно, пораньше начнем, ну, либо, как всегда, в 8 часов. В 8 часов точно стрим будет, это как бы 100%, к этому времени можете приходить. Но лучше, конечно, следить за анонсами в наших социальных сетях. Вот они, пожалуйста, в чатике. И, конечно, они в описании стрима любого. На Трова, не на Трова. Вот, возможно, скоро еще будут какие-то рестримы там куда-нибудь. Может, на Васт пойдем, а может быть, не пойдем, не знаю. А может, еще пойдем и в ВК. Ну, я не знаю, правда, что там с ВК, как там настроить стрим. Ну, в общем, что-нибудь придумаем. А может и не придумаем, не знаю. Я такой нынче непостоянный. Точнее, как? Это знаете как? Ты почему не стримил? Я просто не хотел приходить, да? Вот, ладно, ребят, все, давайте. Всем пока, всем удачи, всех. Было очень приятно видеть. Вас сегодня было очень много. И надеюсь, что с каждым разом теперь вас будет все больше и больше. Ну, иначе... Я опять не захочу приходить. Ну, не опять в смысле, а просто не захочу. На восстание мы смотрели, в жопу говно. Это у нас он в Дискорде ребята смотрят, и замечательно, у них все получается. Все, ребят, все. Всех целую, no homo. С вами был MadAsh, и смотрите стримы. Пока-пока. I never said
I choose